Друзья, всех приветствую, меня зовут Александр Каргин, и мы начинаем очередной токсичный диалог на Вестнике Кавказа. Сегодня в гостях замечательный человек, очень интересный, неоднозначный, будем откровенны, видеоблогер, телеведущий, я даже читал мыслитель, Станислав Васильев, мыслитель, так называют, мыслитель, Станислав Васильев, многим известный как Стас, ай как просто. Да. Надеюсь, диалог будет правда токсичным, потому что я надеюсь, вы что-нибудь жесткое приготовили. Я попробую. У меня запретных тем вообще нет. В принципе, кстати, надо сказать, Станислав сразу об этом упомянул, и это приятно. Ну, давай пока с нетоксичного, да, чуть-чуть разомнемся. Как ты стал таким популярным? Ну, слушай, ты был обзорщиком на там, бытовую технику, я упрощаю. Не на бытовую, на компьютерную технику. Ну, компьютерную, да. Ну, я видел с бытовыми какие-то аспекты. Я бы хотел, на самом деле, уметь разбираться в бытовой технике. Прикинь, ты можешь стиральную машинку сам починить, но это уважение таким людям. Меня просто это всегда восхищали люди, которые умеют руками что-то делать. Я очень любил на YouTube смотреть DIY-контент. Ну, когда человек вот из ничего создает что-то, это прекрасно. Извини, что перебил просто. Все хорошо. Не люблю, когда меня незаслуженно хвалят бытовую технику. Это мозгов надо побольше иметь, чем обозревать компьютер, если честно. Ну, спорно, не надо прибедняться. Так как пришла популярность? Да, популярность, она достаточно долго работал и завоевывал доверие аудитории тем, что, как я себе это описываю, у людей в комментариях будет огромное количество других мнений. Я никогда не был флюгером, я всегда мог пойти против своей аудитории, если я так не считал. Ну и самая большая популярность ко мне пришла в тот момент, когда я шел, чтобы закончить свою видеоблогерскую карьеру. Это как раз таки ролик после начала войны в 22 году. Я еще в теме не разбирался, я высказался против. Я просто сказал, что я не имею достаточно знаний, чтобы про эту тему высказываться, но меня поражают те люди, которые игнорировали то, что 8 лет было на Донбассе. То есть это было увлечение лицемерия, и я понимал, что это была непопулярная позиция, поэтому перед записью этого ролика я тогда уже устал от своей техноблогерской деятельности, это отдельная тема для разговора, но там все плюс-минус одно. Ты десятилетия, когда этим занимаешься, мы же видим, что сейчас технологии, они остановились в своем развитии, все сложнее даже каждый новый iPhone продавать, а то, что происходит у других компаний, это вообще просто сумасшедшая история, я не представляю, как им надо изгалиться, чтобы что-то новое придумать. И я уже устал тогда, люди видели, что технологии мне меньше интересны. Я позвонил жене, когда шел записывать этот ролик, говорю: слушай, мы с тобой купили жилье, у тебя есть машина, я-то сам не вожу. Я говорю, у нас в принципе все нормально, но меня это все достало, и я не могу просто вот так вот потакать всем этим либералам, которые кричат о том, какая Россия ужасная страна. И я как бы хочу вот выступить с такой-то позиции, но ты понимаешь, что это конец карьере, потому что у нас аудитория сплошь и рядом либеральная. Мне жена сказала, делай как знаешь, 1200-100 ты там всегда будешь зарабатывать, учитывая какие-то знания, которые у меня есть. Мы вот пришли к выводу, что нам этого в принципе для жизни достаточно, я всегда могу продюсировать какие-то другие проекты. Я пошел, записал тот ролик, а внезапно шел на эшафот, оказался на алебастровом пьедестале. Меня начали сразу написывать там люди, тиктоки, перезаливы. А потом я уставший от всего, просто отправился на несколько дней, читал, изучал материалы и записал вообще самый свой популярный ролик, 5,5 часов он идет, где я, все, вот, что я смог найти, всю информацию на людей вывалил, сказал свое мнение, допустил, конечно, несколько фактических ошибок, что на саму суть повествования не повлияло. И потом еще по глупости своей согласился съездить на Донбасс, когда во время гуманитарного сбора, мы собирали деньги, и один из волонтеров мне предложил поехать. Как бы мне не доказывали, конечно, не рассказывали историю, что это спонсировано государством, я просто сел и поехал на Донбасс. То есть у меня не было никого, только мой друг, военный корреспондент Сергей Белоус, которого я попросил туда со мной поехать, потому что, как минимум тебе нужен там бронежилет и прочее. Но чем ближе подходила эта дата, тем больше я понимал, что я совершил ошибку, согласившись на эту поездку, потому что очень страшно. Наверное, такие основные мои работы. Сейчас есть у меня документальные работы, да, в жанре документального кино, но они в силу удаления меня с YouTube нигде не выпускаются особо, вот как-то так. На Рутюбе, наверное. Да, то есть не та уже аудитория, не так это все резонансно. Вот вчера,
2 дня назад у меня вышел фильм, который я вообще почти год делал. Он называется «Право сильного», про весь политический расклад, которым я очень горжусь, потому что там нет личного мнения. И это, на мой взгляд, пример журналистики, которая хотя бы пытается в объективность. Но если говорить о широкой популярности, то это оно. А так, конечно же, разоблачения, некоторые там вещи, люди, которых я разоблачал, их ложь, их флюгерность, их инфантилизм. Ну вот как-то так я бы, наверное, вкратце описал. Но почему я популярен? Мне хочется, ну я считаю даже, не то, что мне хочется верить или так думать, потому что я для людей зарекомендовал себя как человек, который пусть и ошибается, но действительно ищет истину. Как человек искренний и как бы вот иногда заблуждающийся, но как бы благими намерениями заблуждающийся. Во имя блага. Скажи, ну вот ты упомянул, что пошел на эшафот, что это была такая непопулярная позиция. Я сам придерживаюсь пророссийских взглядов. Но я не считаю эту позицию непопулярной, особенно в России. Слушай, Это были погоди, первые дни войны. да и в первые дни все то же самое. Довольно очевидно, что в России выгоднее быть все-таки пророссийским, чем Нет. антироссийским. Свое мнение ты сейчас, да, если у тебя есть какие-то возражения, озвучишь. Я категорически не согласен. Ну, как минимум тебя не признают иноагентом. И чё? Как максимум ты избежишь массы других проблем, повторюсь, если ты находишься в России. Плюс в итоге к тебе пришла аудитория. Мне кажется, с самого начала было очевидно, что либералы у нас не в почете. А когда они были в почете? Они проигрывали все выборы, по всем опросам их было меньшинство. Во-первых, выборы, я говорю про ту среду, в которой вы мне скажите, есть у нас вообще в либеральных, в интеллигентных кругах, да, вообще не либералы. Они все сплошь и рядом Все, кто тебя либералы. смотрит, чистая интеллигенция. Нет, я говорю, не про то, кто меня смотрит, я говорю про те круги, в которых я вращаюсь. Блогер, он всегда должен с остальными блогерами, вот я к тебе даже сегодня пришел, да, то есть мы с тобой сидим о чем-то беседуем. Для меня это определенный плюс, то есть меня какая-то твоя аудитория узнает, меня моя аудитория посмотрит на ютубе, на котором меня больше нет. Мы же все постоянно взаимодействуем. Если мы посмотрим, например, Алексея Навального, то абсолютно каждый должен был заявить о своей приверженности либеральным идеям для того, чтобы быть в почете. Либералов намного больше. Да прекрати. Ну слушай, да и сейчас у нас абсолютно доминируют в стране нелиберальные тенденции. На мой взгляд, это просто хорошо. Я как бы по своим взглядам... Я не согласен, я У меня работаю... правые взгляды. Такие правоцентристские, но точно не либеральные, особенно в их нынешнем понимании. Нет, Да? хорошо, ради бога, но я могу я опираться на собственные примеры только. Окей, ну смотри, давай посмотрим основные сейчас лидеры мнений. Там, не знаю, Артемий Лебедев, Никита Михалков, там, я не знаю, ты, несомненно, сегодня ты лидер мнений. Противопоставим этому, мне назвать десяток блогеров с миллионной аудиторией либералов, которые, в отличие от меня с Артемием Лебедевым, продолжают вещать. Эти десяток блогеров, о которых ты говоришь, во-первых, у них все-таки аудитория уменьшается, во-вторых, насколько они отражают чаяние народа. Это довольно узкая тусовка. Они не должны отражать чаяние народа, они должны народу рассказывать ту правду, которую видят, чем они занимаются. Проект «Медиа», вот раз уж я на канале «Вестник Кавказа», то коснусь этого. Фильм про Рамзана Кадырова, абсолютно лживый, я сделал на него многочасовой разбор, абсолютно каждый факт там, это просто идиотия. Это мало того, что ложь, да, абсолютно идиотская ложь, но при этом почти 10 миллионов просмотров. Фильм «Перчик» про 90-е, десятки миллионов. Про дворец Путина в Геленджике я даже говорить не буду, это 150 миллионов просмотров и прочее, прочее, прочее. Если мы будем оперировать цифрами, народ, да, конечно же, он задумывается, но все-таки большинство определяет как бы повестку в либеральном кругу. Все фильмы, произведения искусства, которые мы посмотрим, они несут с собой одну цель. Рассказ о том, какое наше советское прошлое было ужасным, какие мы все имперцы, какие мы все ужасные. Мне кажется, если мы все-таки говорим еще раз про современных нынешних российских блогеров, про нынешних российских режиссеров и вообще лидеров мнений, то либеральная повестка там крайне минимальна. А что касается тех продуктов, которые ты упомянул, да, крайне спорных, я полагаю, что десятки миллионов просмотров — это не десятки миллионов людей, которые с этим согласны. Это лишь отражает, что у либералов выше хайп, и у них лучше раскрутка. Это факт. Хайп выше, когда ты соответствуешь чаяниям твоей аудитории, исходя из твоей логики, получается. Когда ты просто вбрасываешь какой-то бред провокационный, да, с громким заголовком, вот тебе аудитория. Все. Кстати, Дмитрию Гордону это не помогает почему-то.
потому что он совсем себя уже дискредитировал и Может, потерял аудиторию, делал некачественно. Хорошо, ты говоришь да, о блогерах. есть те, у кого просто не прокатывает, Ты это не говоришь доказательство. о блогерах пророссийских. Вот я, Артемий Лебедев, Никита Михалков. Так нас нет никого на Ютубе. Михалков-то тоже с бесогоном забанен был. Но нет нас никого на Ютубе. Так и Ютуба скоро не станет. Будет, продолжит он работать. Ты думаешь, все да? равно. Ну, однозначно, если даже в Китае там китайцы заходят. Ты же знаешь, что очень много китайских каналов на Ютубе тоже банилось еще с 2014-2015 года, когда там были вот эти притеснения. Ну, в 2009 году были притеснения уйгуров, которые координировались через социальные сети, и их, по сути, все заблокировали и сделали аналоги. В общем, я не согласен. Я считаю, что большинство наших, в том числе и сограждан, это либералы, а те, кто стали патриотами стали поневоле, потому что увидели вот эти санкции, которые, чтобы победить Путина... По-твоему, извини, перебью, Да. по-твоему, большинство россиян либералы? Да я, в принципе, считаю, что большинство людей, они изначально, если они не разбираются в политике и не мониторят новостную повестку, то есть по умолчанию либералы, потому что идея свободы близка абсолютно каждому из нас. А вот объяснить человеку, что такое свобода, что ты должен выбирать между свободой советского человека, когда у тебя есть квартира и право на труд и рост в карьерной лестнице, или же у тебя есть возможность пойти просто Путина послать на 3 веселых буквы, и тебе за это ничего не будет, потому что у нас свобода слова, или яйца к брусчатке на Красной площади прибить, но это тоже свобода. Просто у каждого, мы упремся сейчас в философский вопрос, у каждого свое определение свободы. Вот для меня свобода — это Советский Союз, для кого-то капиталистический Запад, где можно там Обаму, во всяком случае до поры до времени, да, посылать на 3 веселых буквы и петь про него протестные песни. Хотя у нас тоже много чего можно было делать и в отношении Путина. Ну, судя по тем тенденциям, которые есть сегодня в соцсетях на Западе, в Британии начали откровенно сажать за посты в соцсетях. Да всегда сажали. Нет, было... сейчас просто это вышло на абсолютно другой уровень. И по масштабам, и по срокам, и так далее. Конечно, вот. и у нас будет эпоха макартизма, у нас будет кодекс Хейза, и у них будет, и все будет ужесточаться. Да, это правда. Я к тому, что либерализм и свобода в сегодняшней реальности это все-таки не одно и то же. Но это интересно, что ты считаешь, что большинство людей по умолчанию либералы. Я так абсолютно не считаю, но вот твое мнение Свобода здесь, оно нестандартно. Если человек не разбирается в политике, если он не следит, он в любом случае, будет ли, потому что свобода, а почему вот я должен быть против свободы, почему я по умолчанию там должен поддерживать какое-то государство, которое я считаю меня угнетает? Скажи мне, это такой философский вопрос, Да. ты сейчас так задал, да? Давай чуть ближе вот к конкретике. Либералы. Вот Артемий Лебедев, он либерал? Ну, на мой взгляд... Переобувшийся или нет? Ну, слушайте, просто я... Тут сложно рассуждать. Знаешь почему? Потому что есть вот действительно ругательное слово либерал, так же как и коммунист. Я вот себя считаю коммунистом, например, да, но большинству тех, кто сейчас считается коммунистами, я руки не подам, потому что, на мой взгляд, это откровенно антироссийские элементы, которые хотят развала страны. В то же самое время в либерализме нет ничего плохого для стран, которые имеют технологическое опережение. То есть я не хочу ничего демонизировать, потому что когда мы говорим о либерализме, как и о коммунизме, о плановой экономике, это все всего лишь инструменты. Вопрос только один фундаментальный, на мой взгляд, да, чьим интересам он служит, вот этот самый либерализм. Сейчас либерализм — это правильно для Запада, потому что у них технологическое преимущество, поэтому нужно говорить про свободу, чтобы на наших рынках ничего не развивалось. Оно все от экономики идет. Экономика — это базис, все остальное — это надстройка. Что бы мне там ни рассказывали, я в это никогда не поверю. Есть только коммерческие интересы и экономические преференции и выгода. Поэтому, когда мы начинаем говорить о закрытии нашей страны и неподверженности всем этим ценностям, это все делается в интересах того, чтобы у России был суверенитет и развивался наш российский капитал. Каким способом, это уже другой вопрос. Но я не верю во все эти истории. Либерализм с нашей стороны по отношению к какой-то другой стране был бы правильным. Например, если мы берем страну менее развитую технологически, например, кого-нибудь из ближайших соседей, никого не буду говорить, чтобы не оскорбить, можете сами любую страну, которая нас окружает, представить. И мы им, например, предоставляем вооружение. В этом случае либерализм — это же хорошо, ведь мы даем им свободу торговать с нами. То есть вот что такое либерализм. Но те, кто сегодняшними либералами считаются, это не либералы на самом деле. Мы их так называем условно, но по факту, на мой взгляд, это ксенофобы. Я бы конкретизировал, я бы сказал русофобы. Это люди, которые ненавидят все исконно русское, просто потому что вот так вот им кому-то платят, кто-то действительно стал таким. Нет сомнений, что современный либерализм имеет мало отношения к либерализму XVIII века. И, наверное, сегодня какой-нибудь
Жан-Жак Руссо или Монтескье, скорее, ну если по американской шкале, они бы себя называли консерваторами. Но ты ушел от вопроса. Да. Артемий Лебедев. Ну, я либерал? считаю, что он ближе. Ну, и вот после интервью, да, я не хочу Артемия про него плохо говорить, потому что я и лично знаком, и я к нему лично очень хорошо отношусь. Но вот я не считаю, что он либерал, потому что, если мы говорим о либерализме, да, не о том, про который я говорил, а про плохих вот этих вот людей, которых мы называем глупыми, как сын собаки Майкл Наки и вот эти вот все шизофреники. Я считаю, что Артемий, он, наверное, ближе к консерваторам в этом плане будет, несмотря на его синие волосы и все остальное. Но вот это вот провальное интервью Дудю, я не считаю, что он там выглядит вот действительно как либерал. Понятное дело, да мы все за свободу. Мы все за все хорошее против всего плохого, но какими целями это будет достигнуто? Я вот не считаю свободу, когда Путин бы не начал СВО, и после смерти Путина в стране началась бы неразбериха, и Украина бы вернула Крым военным путем, что было у них на конституционном уровне закреплено, да, что они собирались это делать, в том числе и военным путем. Я не думаю, что это вот какой-то вот показатель всего хорошего. Путин вынужден был принять это решение. И сам Артемий Лебедев это понимает. Ну и во всех остальных взглядах, я считаю Артемия Лебедева максимально адекватным, не считая каких-то его провокационных заявлений, которые, понятно, нужны для того, чтобы привлекать внимание к своей фигуре. Почему ты считаешь, что его интервью... Это полный провал, потому Почему? что там он повел себя просто как соя. Во-первых, Извини, Да. завершу мысль. То есть я правильно понимаю, что твоя позиция, Юрий Дудь, признанный агентом, он полностью раскатал Лебедева. Да, это правда. Почему? Ну, потому что, во-первых, он выстроил повествование таким образом, что Лебедев постоянно выглядел оправдывающимся, он притянул его за слова, заставил на основе каких-то идиотских формулировок, можно ли Путина назвать кровавым, да любого человека можно назвать кровавым. Вот можно, знаешь, назвать кровавым и Шойгу, и про американских правителей я даже говорить не буду, про любого человека из Дипстейта и ФРС, потому что от каждого решения экономического в большей степени страдают люди. Но вот можно ли назвать кровавым Жозепа Борреля? Он же сделал вот эти вот санкции со всеми остальными, наш глава евродипломатии. А санкции-то чего коснулись? Лекарственных препаратов. Кто страдает? Умирают люди. Они не могут получить лекарства, и они умирают. Он кровавый или нет? Вот как ты считаешь? Я считаю, что и можно назвать... Ты дал мне, конечно, ответить, да. Ну понятно, что Боррель кровавый, но у Борреля вообще очень много недостатков, просто помимо каких-то неправильных политических решений. Да. Ну, Тут можно долго говорить, да. Да, и это идиотская формулировка, вот просто. Он его на какие-то общефилософские темы начинает загонять, и на мой взгляд это софистика. Но то, что Лебедев оправдывался, то, что он просто не ответил за свои слова, не пояснил, но он выглядел оправдывающимся, на мой взгляд, он выглядел жалко. Многие скажут, что вот мое интервью с Собчак, там, это позор, я так не считаю, мне неприятны ее взгляды, я не давал ей просто уходить далеко, мы там постоянно перебивали друг друга, у нас была жаркая дискуссия, но я ответил за все свои высказывания и не выглядел оправдывающимся, я считаю, как бы я себя там не вел. Многие там сравнивали с Эдуардом Лимоновым, да, и его интервью, но мне кажется, сравнение уместное. Вот это мне не понравилось, и, конечно, мне не понравились слова Лебедева касательно, вот это противоречие касательно родины матери, да, то, что он называл ее матерными словами, но типа я могу так делать, потому что я профессионал и даю профессиональную оценку, а вот эта вот девочка не может, потому что она это сделала, вот это видео, понимаешь, про какой контекст я говорю, чтобы посмеяться. Ну вот я считаю, вот это вот тоже достаточно жалким оправдание тоже выглядело. И, конечно, кто убил Пригожина? Путин. Какие доказательства? Ну вот меня просто волнует один вопрос. А интересно, вот все ребята, которые сейчас Генштаб в Лефортово, или где они там все сидят, организовали, да, но я имею в виду вот эти все посадки Министерства обороны. А вот на секундочку подумайте, не могло ли это быть связано с убийством Пригожина? Ну просто гипотетически. Или ЦРУ, которые проводили подобные операции на территории разных стран. И еще просто вариантов. Я не утверждаю, что Путин этого не делал. Но я не могу вот кого-то однозначно голословно обвинить. Потому что у нас нет никаких даже косвенных доказательств. Но я не вижу смысла, вот зачем он это утверждает наверняка. Ты же это делаешь на многомиллионную аудиторию. Вот, посмотрите, даже вот этот прокремлевский Лебедев не сомневается. Все это доказательство того, что Пригожина убил Путин. Ну вот это вот мне показалось идиотским. Это если вкратце. Так-то я все интервью отсмотрел, сделал там разбор, реакцию. Но много аргументов было откровенно идиотских.
Дудь очень часто вспоминал там прошлые высказывания Лебедева. Да? Давай попробуем твои высказывания вспомнить. Да, я надеюсь. А начнем с того же Дудя. Я видел твое интервью где-то месяцев 5 назад, и ты там говорил, что, ну я своими словами, что поправишь, ну что Дудь это такой соевый кукол Ну, и дурачок, кукол, который да. не имеет своей позиции, которого на дебатах всегда можно раскатать в легкую, и который, если что, примет вообще позицию другого человека, и поэтому он не зовет людей патриотичных взглядов. Сейчас ты говоришь, что он уничтожил Лебедева. Ну там лучше бы какую-то цитату, наверное, прямую, чтобы я вспоминал и контекст и прочее. Но ты помнишь же, я думаю, то есть ты помнишь, что это говорил? Суть помню, но я Так. и записываю столько много часов контента, Понимаю. что иногда просто прямая цитата очень важна. Дудь нереально прокачался, он подготовился. За 5 месяцев. Да, но тут понимаешь, в чем дело. Он шел не на... Лебедев шел на комплементарное интервью. Дудь шел на войну, да. Как? Ну слушай, ты идешь, там, я не знаю, ну меня тоже периодически зовут люди по другую сторону на интервью. Я не хожу, потому что я понимаю, что это если чужая площадка и там как-то нарежут, для меня это проблема, я на это не согласен. А я телефон с собой для таких случаев. Окей, ну хочу. есть... Снимаю параллельно. Понимаю, что это можно подстраховаться, но вот тем не менее, это такая моя позиция. Но 100% у меня есть понимание, что если я иду вот на такую чужую площадку, что я иду как на бой. Это вопрос к И Лебедеву. как мог Лебедев это не Ну, понимать? это к нему вопрос. Но вот, видимо, не понимал, потому что примерно суть вопросов его была ясна, что Дудь у него будет спрашивать. Он должен был как-то заранее подготовиться, чтобы все это парировать. Но Лебедев не шел на войну. То есть здесь, конечно, Дудь подготовка, уничтожение. Ну и кроме того, мы не привыкли на такое, да, от Юрия Дудя, потому что он же в основном зовет ребят со своей позиции, и им он неудобных вопросов не задает. Тому же Александру Штефанову он дает слово на несколько часов, слушает ахинею этого шизофреника и не задает вопросы про фальсификации документов. Штефанов любитель вообще сослаться на несуществующие документы, как мы поняли по его ролику о Катыни, который был разоблачен, или по всем остальным его роликам, в которых просто шизофрения на шизофрении, где он кадры от одной трагедии выдает за кадры другой и не признает этого. Ну вот, Лебедев, наверное, думал, что сейчас они посидят, о Россиюшке порассуждают, но не понял, что Дудь позвал его только для того, чтобы унизить и показать, что человек с пророссийской позицией это всегда Цыганов или Кучера, даже если это Лебедев. Ты раньше называл себя коммунистом. Ну я и сейчас считаю Коммунист. себя, я считаю, что я, опять же, вопрос, я не собираюсь ничего делать для того, чтобы там коммунизм как-то наступил, да, вот я свою маленькую роль играю, и моя роль в этом мире, чтобы моим людям, которые со мной Стас, но комфортно ведь сами было. коммунисты тебя ненавидят. А я их не считаю коммунистами. Люди, которые выступают... Единственный коммунист, два есть, ты и Маркс. Нет, есть, опять же, смотря вопрос-то определения, кого считать коммунистами. Смотри, если так, я выступаю за отсутствие частной собственности на средства производства, и с этой точки зрения это и определяет, да, коммуниста от некоммуниста. Все остальное это мишура. Если мы оставляем эту базу, то в принципе коммунист и я, и они. Вопрос остается в целеполагании и средствах. Они считают, что уничтожение России приблизит пролетарскую революцию. Я считаю, что уничтожение России сделает, во-первых, и Китай ослабит, и сделает всемирную гегемонию американского капитала вообще непобедимой. Поэтому Ты реально хочешь пролетарской революции? Вот прямо так? Я бы не хотел кровавой революции, да и в принципе как таковой, вот как это описывается, да ее невозможно сейчас. Понимаешь? Я вот хотел спросить, а кто сегодня пролетарии? Это мигранты? Кто это? Нет, это следующая дискуссия, почему я выписан из левых. Вот у меня дебаты есть с Николаем Бондаренко, тоже человек, я надеюсь, в Кащенко уже пройдет курс обучения, потому что он называет себя коммунистом, но основных идей Маркса он даже не знает. Пролетарий – это высококвалифицированный рабочий. Тоже вспоминаем работы Энгельса, где он писал о британских рабочих, которые полностью люмпинизировались. Но вот как вот ты с каким-нибудь бомжом, который за бутылку водки голову пробивает тому, кто выпил там, да, на один стакан больше него, пойдешь какую-то революцию совершать? Это раз. Поэтому в этом плане мы отличаемся. Я считаю, что в России пролетарии как таковые, их минимальное число, потому что высокоразвитых производств у нас нет. И я считаю, что если у нас будет высокоразвитое, высокотехнологичное производство, неважно чего, там, удобрений, компьютерной техники, только тогда появятся пролетарии, потому что пролетарий способен свой труд продавать. Его труд востребован, его труд не так легко заменить, и поэтому он имеет давление на капитал. Что я имею в виду? Курьер
Это работа, которая не требует никаких знаний. Ты можешь быть выгнан с работы прямо завтра. Какой-нибудь человек, который умеет что-то руками создавать, работник какого-нибудь станка ЧПУ, это уже не так просто. И он может давить, потому что работодатель в нем заинтересован. Хотя по поводу революции, я бы был за революцию, наверное, если бы не ядерное оружие. Потому что если революционным путем в ядерной державе кто-то придет к власти, как соседи к этому отнесутся? То есть здесь слишком много нюансов. Поэтому я не знаю, каким должно быть продолжение классовой борьбы, но меня бы как минимум, как гражданина РФ, да, допустим, меня бы устроила национализация. Вот это вот Ты за национализацию? Абсолютно полную. Ну, у меня есть сомнение, что в начале 20 века в России пролетариат, который был как бы основой, по крайней мере, Октябрьской революции, что он был высококвалифицированным. Все-таки, мне кажется, тогда такого понятия в принципе не было. Почему были некоторые производства, например, другие Ну, это страны же... единичные, просто единичные. А этого достаточно для того, чтобы давить на капитал. А большинство, да, оно всегда будет не до конца понимать идею. Я все-таки полагаю, что тогда в революции принимали участие более широкие массы. Вопрос, чтобы закрыть вот коммунистическую тему. Есть человек, которого ты, опять же, если я ошибаюсь, поправь, которого ты называл своим учителем по фамилии Семин. Да. Сейчас он тебя прям поливает последними словами. Да. Но будем честны, я Что отвечаю. почему так получилось, понятно, да, и ты отвечаешь, но это логично, как бы, да, не надо быть терпилой. Что ты при этом чувствуешь? Ты считаешь, что это какой-то, ты его предал, он тебя предал, или просто искренне разошлись взгляды? То есть вот насколько люди, которые пили вместе, дружили, разошлись там по политике, хорошо, но почему переходить на личности? Почему так? Ну, это вопрос к Константину. Начался наш конфликт после выхода моего фильма «Донбасский дневник». И до выхода фильма я хотел получить от него критику, да, возможно, что-то исправить, отправлял ему, но он просто не стал смотреть. А потом, когда фильм вышел, он сказал, что он просто пролистал его и тоже не стал смотреть, и начал поливать меня грязью. Хотя, по сути, все идеи, которые я туда заложил, и, кстати, то, что не совсем там правильным было, это как раз-таки те вещи, которые я подчеркнул от Константина, вдохновлялся его документальными работами. Слушай, мое мнение на этот счет, да, оно такое, что инфантилизм. Вот во многих людях вот этот вот инфантилизм, он иногда преобладает. Меня многие начали Константину ставить в пример, мол, Константин, вот Стас-то, которого ты и пиарил, и которому ты помогал в том числе, пиар у нас был взаимный, это я так уточню, он поехал на Донбасс, а ты что, и прочее. У людей очень часто бывает такое, что их аудитория, она определяет их мышление. И про меня начали часто писать, что я замунист, охранитель, солидаризировался с Путиным и российской властью. И, собственно, на Константина это возымело большое влияние. И чтобы не потерять аудиторию и донаты от нее, он вынужден был откреститься. Точно так же, как он впоследствии открестился от Олега Камолова. То есть, знаешь, у Оскара Уайльда есть моя любимейшая цитата: «Многие способны пережить неудачу своих друзей, но мало кто переживет их победы». Вот то же самое применимо к Константину, потому что я никак не изменился, я готов был с ним к диалогу, я писал ему: Костя, давай пообщаемся, давай решать все это в культурной этой. Но все, я предатель. Это стандартная история. Он же всех выписал уже из левых, все там не коммунисты, и его бывшие друзья, они со всеми ними поссорились, и уже в кругу его друзей оставшихся там. Левая тусовка вообще токсичная, да? Как и правая, как и любая политизированная. Мне кажется, вообще как большинство таких идейных сообществ. Так да, просто как и все люди, но в целом, можно небольшую тирадку на 7 минут? Я не знаю, с кем... На 2-3 давай. На 2-3, да. По таймингу. Меня сейчас очень интересует тема нижнего интернета. Ты вообще знаком с ней? Да. Мне безумно нравится, у нас был подкаст с моим любимым сейчас автором в этой теме, это канал Швец, и он делает прям длинную летопись таких вот ребят из нижнего интернета. Я смотрю за судьбой Влада Савельева, Убер Маргинала, кого там еще, Тупо Сплэш, Сергея Симонова. И знаешь, я понимаю, что одна вещь их просто победила, и она их уничтожила, заставила спиваться, деградировать. Это инфантилизм. То есть большинство людей действительно, они настолько обижены постоянно на все, они думают, что весь мир им вокруг обязан, вот они просто родились и все.
что? Убер-маргинал, вот вы мне будете донатить, у меня будет контент качественный с монтажом, донатят денег, а он такой, больше, больше, а вы и так донатите, а зачем мне что-то делать? И все ему обязаны, все должны его контент смотреть просто так, потому что вот он убер-маргинал. Сергей Симонов тоже обида на окружающую действительность, его жена не оценила его душевных порывов сфоткаться с Арнольдом Шварценеггером и Сильвестром Сталлоне, все вокруг мне обязаны. И тоже начал разлагаться только вот из-за этого инфантилизма. Люди вообще разучились разговаривать и договариваться. Мне плевать, я готов говорить абсолютно с любым человеком, отстаивать свою позицию, приходить к какому-то консенсусу. Это и есть цивилизованность. А вот то, что все остальные, они такие обиженки, ты не такой, как я не дам тебе платформу. Ну, рано или поздно это Константина Семина, к сожалению, сгубит, точно так же, как и его алкогольная зависимость. Я готов, как бы мне не был там неприятен человек. В общем, инфантилизм это то, с чем нужно бороться. И поэтому всех призываю изучать биографии ребят из нижнего интернета. Потому что, повторюсь, вот эта вечная обиженность, что мир тебе вокруг все должен, все люди не оценили твоей гениальности, вот ты такой великий философ, а гомункула выращивать не хочешь, чтобы хайпа получить и прочее. Вот это вот, на мой взгляд, губит. И если ты спросишь, в чем претензия моя, точнее проблема моя с Константином Семиным, я считаю, что вот именно в этом корень вот этой проблемы. Ну, я знал Убер-маргинала, бывал у него на стримах. Сейчас он, как мне передавали, меня там всячески поливает и ненавидит. Ну, ты конторский, там все, короче, Да, все вот из этой серии, да. Извини, пожалуйста, а Убер-маргинал вот как раз-таки Соя. Потому что человек там переводил статьи Гоблина, Гоблин его как-то раз на форуме своем послал за глупость и забанил, человек стал хейтером Гоблина. Подружился с Егором Погромом, стал ярым националистом. Потом с Егором Погромом они поругались, подружился с какой-то либердой, да, там стал ярым либералом. Вот это вот демократия, Америка, вот это вот все. Но это вот у человека нет своего мнения. Оно вот изменяется просто в зависимости от того, с кем он общается. Ну вот смотри, при том, что он меня поливает, и при том, что я абсолютно считаю неприемлемым некоторые его высказывания, вообще с позицией не согласен. Знаешь, есть некий факт, что он человек умный, и он очень многим людям в интернете провел свет в будку. Ну, например, наверное, какая-то первая медийность, он и мне ее дал. И я как человек порядочный, это помню, я не забываю. Поэтому я не буду его как личность обгаживать. У меня тоже да. есть такой человек. А то, что человек меняется по взглядам, наверное, это нормально. Плохо, что он стал меняться в худшую сторону. А сам факт, что он меняется, ну да, люди меняются. Слушай, про тебя хочу. Да, Ведь ты да. же очень сильно изменился по взглядам. Ведь ты же прошел очень серьезную такую эволюцию. В хорошую, в плохую сторону, это зависит истинно в глазах смотрящего. Да? Но факт, что есть огромные изменения. Человек, который был критиком власти, пошел работать на Соловьев Лайф. Слушай, ну, во-первых, Соловьев Лайф критики власти побольше меня. Во-первых, я-то был критиком власти. А с чего началась вообще моя критика власти? Владимир Рудольфович критикует власть. Постоянно. Нет, власть как вот именно не там министра Силуанова, как отдельно взятое лицо. Но все-таки, мне кажется, Владимир Рудольфович, он поддерживает президента, поддерживает в целом государство, поддерживает власть. Ну, с такой точки зрения я вообще никогда не был оппозиционером. Ты никогда не критиковал Путина? Не, ну я высмеивал Путина и сейчас высмеиваю, там, гроссмейстер и прочее, но это просто шуточки. Я критиковал Путина за его антисоветские высказывания, я готов повторить все это. Я категорически не согласен с этими его высказываниями про галоши и прочее. Понимаешь? Ну, то есть, смотри, я просто хочу уточнить, да, у меня были оппозиционные фильмы, у меня были расследования про воровство нашего Минпромторга, про наши процессоры и я прочее. не про это говорю, я говорю про то, что Но у меня не было такой, прям вот кардинальной смены взглядов. Ну, не кардинальной, но ты был скорее такой левой оппозиции. Сейчас ты государственник. Ну, ты не согласен с этим? Я согласен с тем, что я Ладно, да, ты прав, да. Ну так, я просто как-то об этом особо не размышлял. Я был левой оппозиции. В начале СВО я остался левой оппозиции, но по мере чтения новостей и изучения нынешней мировой политики я становился путинистом и поддерживаю силовой блок. Я говорю об этом открыто, я поддерживаю нашу власть сейчас. Не касательно внутренней политики, потому что власть олигархов мне категорически не нравится.
Но в целом, да, я вот стал путинистом и как бы не стыжусь этого, потому что невозможно читать новости, причем из разных источников, в том числе и зарубежных, да, на которые я чаще всего опираюсь в своих новостях, и не стать путинистом. На данный момент Путин это один из немногих политиков, который заслуживает уважения. Ну и кроме того, да, с курсом власти я каким-то не согласен, вот эта вот десоветизация, антисоветчина вся, драпировка мавзолея, но какая-то страна была после 90-х. Вопрос, а как могло быть по-другому? Я упомянул твою работу на Соловьев Лайв. Да. Сейчас, как я понимаю, ты там тоже присутствуешь. Да, То есть да, ты там, да. у тебя есть какая-то, ну, не личная передача, но там Не новости. личные новости. Я новости. просто делаю... Я просто формат не до конца понял, вот как сейчас. Я захотел абстрагироваться. Ну, то есть, понимаешь, какой я человек? Вот я и музыкой занимаюсь, и всем. Мне Извини, нравится да, пробовать перебью. разное, да. Ты же вроде уходил в Соловьев Лайв, Да, приходил да, же. да. Расскажи я ушел просто. с Соловьев Лайв что через случилось? 8 месяцев работы. Да это вот не люблю эти конспирологические теории. Ничего не случилось. Я говорю, ребят, мне надоели. Вот эти вот стримы, я не чувствую в этом творчества, я не развиваюсь, я и так нормально умею говорить. Я не чувствую, что мне это интересно больше. Не было творчества, ты привел на Соловьев Лайв Максима Каца, тоже признанного иноагентом. Да. И хорошенько такого подолбал, надо И сказать. если я сделаю, будет... Публично, да. Да, если я сейчас Это могу было позвать интересно. Это было великолепно, но если я смогу кого-то там, Варламова или Каца позвать, а они пойдут только на ТВ, я с Соловьев Лайв и сейчас договорюсь. Но у меня же были регулярные именно просто стримы, в которых я, по сути, также обозревал новости. И я в этом, я не пробовал себя ни в чем новом, мне это просто надоело. Я занимаюсь каким-то ремесленничеством. Но я ребятам рассказал об этом, они говорят, что мы тебя насильно будем держать, не нравится, так не нравится. Я ушел. Через несколько месяцев они предложили. Нет, я боюсь просто соврать, я предложил. У меня появилась идея более интересного формата, более творческого и более качественного. Я предложил им, сказал, давайте делать, но будем делать с графикой, со съемками, с реквизитом, со всеми делами, научно-популярный формат. Они сказали, типа, давай, я им сказал бюджет, сколько будет стоить работа графиста, мое участие и прочее. Они сказали, дешево, нас устраивает. И я вот сейчас снимаю, у нас 5 серий с 10 готово, он начнет выходить. Он такой, я не буду спойлерить, о чем он не связан с политикой. Настолько, насколько может быть, что-то не связано с политикой, да. Вот, то есть там упоминаются какие-то события типа Первой и Второй мировой войны, но он больше про историю, скажем так, брендов. А потом я подумал, что очень хорошая психологическая техника для меня, чтобы не чувствовать себя бесполезным, потому что я, бывает, фильм монтирую год. Мне захотелось сделать новостную рубрику объективную. То есть, прикинь, я вообще ничего не говорю, я не иронизирую, я просто зачитываю новости. Я им сказал, слушайте, хотите или нет? Они говорят, да, давай, прикольно, просто короткая сводка новостей на 15 минут, главное, что произошло за день. Я придумал там очень интересную технику съемки с телевизором, да, то есть я сижу на фоне огромного телека, у меня прямо он дома, и читаю новости, которые мне пишет человек, которому я сказал, чтобы мы все это делали объективно. И я просто пробую себя именно как журналист, который не пытается склонить на ту или иную сторону. И все, вот просто, вот секрет этого формата. Я ни с кем не ссорился, ушел я только потому, что я человек творческий, если мне чем-то неинтересно заниматься, то я это бросаю, благо у меня лучшая аудитория на свете, которая меня рублем поддерживает, поэтому все, что я делаю с душой, по кайфу, вот, за их поддержку. Я правильно понимаю, что сейчас основной твой источник дохода это Boosty? Да, Boosty, донаты, скажем так. Да, донаты. Краундфандинг. Окей. Закрывая тему Соловьев Лайв, многие говорят и пишут, что с Владимиром Соловьевым у тебя замечательные отношения, вы стали на личном уровне друзьями. Нет, это бред какой-то. Это не так. Я к нему как к спикеру с уважением, к его политической позиции с критикой, и мы с ним проводили один Раньше ты его вообще ругал. Я и сейчас примерно то же самое делаю и критикую его конкретные высказывания. Но обрати внимание, как ругал. Нет, я не было такой какой-то жесткой критики. Я пародировал Соловьева, потому что мне это нравится. Потому что он реально, это весело всегда пародировать. Я как-то шутил про него, но не больше, чем про всех Я остальных. считаю, что Владимир Соловьев, то есть кому-то он нравится, кому-то он не нравится, но мне кажется, его гениальность как спикера сложно отрицать. Это То есть, да, это факт. Я всегда говорил, что он мне нравится как спикер.
А с Но политическими у меня взглядами было не согласен. ощущение, опять же, исходя из каких-то твоих выступлений еще там 20-21 года, что у тебя был какой-то такой личный негатив к Соловьеву. Нет. Нет, это не так. Это опровергается даже тем, что после нескольких стримов, где я там Не, смотрел... это оценочное. Это я Да, как раз сейчас не буду ссылаться, потому что это вот у меня было такое оценочное, ну, как бы, видение ситуации. Я же даже скопировал его оформление со стримов, которые у него были на телевидении, и себе сделал. И меня наоборот, меня всегда называли, типа, вот новый Соловьев растет, даже когда я был левым оппозиционером. И я такой, типа, угар. Не, я с него больше угорал, потому что он там, его интервью с Сальманом Пашаевым и прочее. Нет, я с его политическими взглядами не согласен, как и взглядами любого, кто выступает не за, ну, как бы, отсутствие, ну, не за классовую борьбу, кто ее отрицает, говорит, что марксистские какие-то идеологемы надо пересмотреть и прочее. Я с ним не согласен. То есть где-то с 90% населения планеты ты не согласен. Да, безусловно. Окей. Но как бы это не отрицает. Вот. Но, тем не менее, Соловьев очень харизматичный тип, но мы с ним никакие не друзья, хотя я бы как бы с удовольствием, я бы с Соловьевым и побухал бы, и потусил, но вряд ли я ему интересен. Там Ну, уже. хоть А? предложил бы хотя бы. Слушай, ну мы с ним видели, вот даже снять, вот мне надо было ролик снять для мастерской новых медиа, который он поддерживает. У нас было 7 минут ровно. Я как бы, мы записали все, что нужно было, я вопросы задал, но у меня даже не было времени ему нам сказать, Рудольфович, может, бухнем? Не, ну, Владимир Владимирович может подумать, что ты сейчас устроишь революцию и захочешь раскулачить его. Это как-то не очень хорошо будет. Да я думаю, он сам захочет. Если мы правильно про марксизм поговорим, он То есть ты поддержит. прямо уверен, что сумеешь любого переубедить? Но я думаю, что жизнь это сделает сама рано или поздно. Ну, мы просто уже, в принципе, закрыли эту тему. У меня есть только, я имею в виду про коммунизм, у меня просто есть ремарка. Мне кажется, как раз жизнь показала, скорее, несостоятельность коммунистических идей, по крайней мере, в их чистом виде. Скажи, насколько правда, что ты, это слух, но тем не менее, что ты помогал Моргенштерну стать иноагентом? У тебя был с ним Это реально конфликт. такой слух есть? Ну, вот я, готовясь к этому интервью, да, наткнулся. Бред. Нет, Очень многие я об этом всегда пишут. поддерживаю Моргенштерна, и несмотря на то, что в целом У я вас считаю... был конфликт. И что? Ну, понимаешь, мои какие-то, то, что я его за что-то критиковал... То есть все-таки ты очень сильно меняешься, правильно? Не, я сейчас... по-прежнему считаю Моргенштерна дегенератом, дебилом. И Всё, не я верю- спокоен, и не отлегло верю- от сердца тогда. Я так. не верю ни одному его слову. Он натурально дегенерат, опасный для себя и для окружающих. Но инагент-то он за что? Вот моя претензия. Я всегда, как только его назначили иноагентом, как и Николая Соболева, я сказал, это несправедливо, я категорически против этого. Шихман, Кац, Шульман, Варламов, там, Дудь, все правильно, они должны быть инагентами. Но Моргенштерна... В чем отличие? Ну, с Соболевым отдельно. жесткая антироссийская риторика. То есть русофобская риторика, на мой У взгляд. Моргенштерна его не было. Нет. Такой. Ну, она, скажем Нет, так. нет, никогда. Я прям вот, я за ним следил пристально. Но он не был ничего просто не делал. политиком. Ну, скажем так, его позиция политическая понятна. Да не было у него никакой политической позиции. У него политическая позиция, я хочу развлекать людей, я дебил, дайте мне просто творить всякую херню. И это как бы не противозаконно и никак не Я думаю, он осуждается. как раз был как раз такой частью вот этой либеральной тусовки, просто и вправду тупой частью. Так бывает. Но тем не менее, его можно было переубедить, с ним можно было работать, и он многое готов был сделать, чтобы вернуться в Россию, но некоторые силы считают, что не патриотичный. Короче, я насчет Моргенштерна, нет никаких его жестких таких высказываний, нет ничего в его риторике, что можно было бы считать там антироссийским или русофобским. Вот эта его песня там про войну одна, она исключительно пацифистская, я против пацифизма ничего не имею, пацифизм это правильная позиция. Ты пацифист? Ну, конечно. Мне кажется, пацифизм это такая очень опасная идея, потому что она нереальная, она абсолютно утопичная. Идеалистический пацифизм, да. Но вот, допустим, я пацифист, я за скорейшее прекращение военных действий на территории, да, там вот СВО, но при этом, если мне скажут, ну вот, давай, Стас, ты решаешь, мы выводим завтра войска полностью, и СВО прекращается, я скажу, нет, это идиотизм. Во-первых, что будет с теми людьми, которые для киевского режима это сплошь и рядом сепаратисты и коллаборационисты, да? А во-вторых, это не пацифизм. Когда ты говоришь, давайте вот сейчас вот мы там, ну не знаю, 100 человек спасем, и плевать, что через год погибнет 100 тысяч. Стас, ты просто не пацифист. Я тоже не пацифист, поэтому я-то Опять как раз же, все понимаю. Нет, а я считаю это пацифизмом. У тебя интересное определение пацифизма. Слушай, ну я против всех войн. Я против того, чтобы люди умирали, как и любой нормальный человек. Любой нормальный человек, он Ты пацифист. предлагаешь отменить смерть как биологический фактор, да? Нет, ну если бы это было в моих как бы властях, да, я бы отменил, хотя тогда... Серьезно? Вот это, кстати, интересный вопрос.
Блин, нет. Ну, Вот я бы не отменил, потому что я считаю, что смерть это некая часть процесса, не, ну просто... естественно, за счет которой идет развитие человечества, что люди Ну, сменяют тогда друг надо и друга. медикаментами перестать пользоваться. Нет, я Не-не-не, бы... одно дело это как бы делать жизнь более качественной, продлевать, менее болезненной, это одно. Другое дело отменить смерть как некий факт. Слушай, ну я бы не отменил просто потому, что тогда через пару столетий на планете места не останется, и это приведет к еще большему количеству каких-то убийств, да. Ну, Но то там есть, много будет опять же, проблем. смотря... Короче, это мы сейчас можем нафантазировать научную фантастику. И, короче, я бы не стал лезть, вот если так объективно. Но мне не нравится, что люди умирают. Особенно, вот вообще абсолютно непонятно за что. То есть, понятно, интересы России, мы защищаемся. Зачем Украина вот все это делает? Ну, то есть мне понятно, почему это происходит, но чисто по-человечески я с этим смириться не могу. Хотел Будапештский меморандум. Все вылетело из головы. Где в Турции-то были эти? Общались они по поводу Я понял. мирного договора. Стамбульский. Стамбульские соглашения, да, они говорят о том, что Россия хочет мира. Опять же, вот это, вот, на мой взгляд, пацифизм. Давайте договариваться, но не вот эти вот условия, возвращаемся в границы 91 года, адекватные. Вот, я себя считаю пацифистом. А других ребят, которые говорят, вот все, пусть сейчас все прекращается, я пацифистами не считаю, потому что это только передышка для киевского режима, чтобы перевооружиться и нанести еще какую-нибудь атаку уже по территории ЛДНР, Крыма и остальные места. Стас, ты позволяешь себе высказывать самые разные мнения и так относительно без опаски. Понятно, что у тебя есть Много проверок было. некий, вот я как раз хотела про это спросить. Понятно, что у тебя есть некий такой тренд общий, но в рамках этого тренда ты там иногда ходишь по краям, что называется. Вопрос номер раз и вопрос номер два. Первый. Кто тебя крышует и крышует ли? И второй вопрос. Вот, собственно говоря, я читал, что было много проверок в отношении тебя. Практически любой публичный персонаж переживает такие вещи. Как ты к этим проверкам относишься? Нет ли какого-то внутреннего страха, когда ты узнаешь, что в очередной раз там на тебя написано заявление, идет проверка? Первый вопрос. Меня никто не крышует, но если какой-нибудь полковник ФСБ или прочее обратится, да, я хочу сделать прямо заявление. Я наши силовые структуры полностью поддерживаю. Если хотите меня крышевать или вам нужна какая-то моя, скажем так, пиар там, наших структур, да, ради бога. Ради бога. Я когда читаю про предотвращенные ФСБ теракты, какое их количество, и можно, конечно, сразу сказать, а Крокус, ну вот да, не предотвратили, но при этом такая работа агентурная ведется. Я наши органы полностью поддерживаю, хотите меня крышевать, хотите меня завербовать, приходите, я сам уже готов с вами работать, потому что я наши органы поддерживаю. Это люди, благодаря которым я вот к тебе шел, или даже что к тебе-то ехал, я просто на машине, я вот недавно 75 тысяч шагов по Москве сделал, в час ночи мы практически закончили, я и по Воробьевым гулял, и везде по Москве, скопление народу, я никого не боюсь в своем городе, в своей стране. Гуляю где хочу. Казань, Калининград, ночами гуляю в 2-3 ночи. Спасибо спецслужбам за это. Повторюсь, если что-то нужно, ради бога, я полностью их теперь поддерживаю. 2 года назад я бы такого не сказал, сказал бы пес режима. Нет, все, мне насрать, у меня вот в этом плане позиция определилась. Так что вот, никто не крышует, но если захотят крышевать, повторюсь, я буду работать ради бога. Кто меня крышует конкретно, я думаю, что сама система, потому что когда на тебя приходит такое огромное количество кляус от всяких депутатов Власовых, от помощников депутата и прочих заявлений от рассерженных граждан, которые требуют от меня проверку, первые 3 раза тебя посмотрят, проверят, а потом к твоим проверкам уже относятся скептически. На меня Екатерина Михайловна Мизуль написала не раз жалобы, но не нашли, потому что наша правовая система, она такая, что ее сложно сдвинуть. Если сдвинул туда, тебя уже под этими катками, как певца Шарлотта, раскатает. Но в целом, считаю, что они провели все необходимые проверки, не увидели в моих словах никаких вещей, которые мне инкриминировали, и все. Поэтому вот как-то так. Что будет? Главное, что у меня обеспечена моя семья, да, и как бы даже если меня посадят, и я перестану выпускать контент, донаты какое-то время будут идти, жена на них сможет прожить с ребенком. Вот, в этом плане я спокоен. А в тюрьму, опять же, если со мной что-то случится такое, что меня посадят, то хочу сказать, что мое отношение к спецслужбам это не меняет. Значит, я сам, может быть, где-то сказал какую-то дурость, или где-то перегнул палку, или что-то сделал неправильное. Вот такая вот судьба бывает. Это так же, как переживать, что вот, ребята вот были недавно, да, молния прилетела в них, погибли. Вот прям вот в Москве.
Ну, что поделать, вот, к сожалению, такое бывает, дерьмо случается. Тебя узнают на улице? Ну, да, бывает, что Вот нет, ты бывает, сказал, что что могу, ходил бывает часто. так долго по ночной Ну, Москве, то ну, есть люди постоянно. подходят. Не, ну по ночной Москве там не так много Ну, людей. окей, По хорошо, ночной да. Москве, По дневной пусть. по дневной, да, ну подходят периодически, люди фоткаются. Негатив есть или скорее позитив? То Да есть нет, с чем подходят? С негативом вообще ни разу в жизни не подходили. Вот бывало, что какой-то или там советы начинают давать. Я говорю, да, братан, давай, иди дальше гуляй. А так, вот нет негатива вообще. Ну откуда он возьмется как бы в моей стране? Не, ну я к тому, что там кто-то, кто пишет Они просто пройдут. комментарии хейтерские, да, то есть это на реальность никак на твою не влияет. Я всегда к комментариям относился. Вот ты когда-нибудь ходил в общественный туалет? Там же постоянно все расписано. Один в один комментарий из интернета. Тот-то там номер. Вот я к ним также отношусь. Кто-то кого-то уже да, кто-то кого-то нет. Окей, хорошо. Завершая тематику твоих взаимоотношений с различными людьми, блогерами, еще несколько человек. Юрий Хованский. Как ты сейчас к нему относишься? И вот есть такой гигантский спор все-таки. Имел ты отношение к делу в отношении Хованского? Не имел отношения к этому делу? И вообще, как оцениваешь это дело? Ну, я имел отношение, как минимум, в том, что я ему донатил деньги на адвоката и давал показания, что эту песню он не публиковал после вступления в силу закона. Это раз. Поэтому, ну, в этом плане, конечно, имел отношение. А то, что я эту песню показал, слушайте, я не знаю. Я о ней знал, все мои знакомые знали. Я даже не знал, что это какой-то. Это был просто секрет Полишанеля. Но для того, чтобы меня в очередной раз в чем-то обвинить из-за нашего конфликта, потому что истерические вопли Юры, когда он там начал кричать, что я его преследую, избивать себя на камеру и плакать. Это же фейк был, правильно? То есть, Да, конечно, он же там еще... Люди тупые, понимаешь? Он вот эту всю фигню исполнил и через 5 минут записал в Телеграм сообщение, как я всех обдурил, ха-ха-ха, какой я все-таки актер гений, величайший. Но люди поверили, в том числе и люди, которых я, ну, к чьему интеллектуальному уровню я относился с пиететом. Они в итоге начали просто: Стас, пожалуйста, остановись, что ты делаешь. Ну, мне пришлось выпускать такой обстоятельный разбор всей вот этой вот истории. Ну и там была эта песня, которую начал распространять Владислав Поздняков, «Мужское государство», думаю, слышал про него. И в итоге Юра Хованский как бы 10 месяцев в СИЗО отсидел, потому что его проверяли. Ну, я думаю, это была чья-то инициатива, кого-то эта песня оскорбила, они инициировали эту проверку. Сажать там было не за что, он не виновен, но проверку затягивали всеми правдами и неправдами, чтобы он побольше посидел и с их точки зрения подумал о своем поведении. Я считаю, что ну, это было неправильно. думаешь, он подумал? Нет, он каким был, таким и остался. Он там начал рассказывать, что он в Бога уверовал, но буквально 2 недели он там посидел, позаписывал ролики о том, какой он стал православный христианин правильный, а потом продолжил делать то же самое. Слушай, человек, который забивал до смерти котенка, да, человек, который издевался над лишившейся глаз девочкой, причем в реале, ну и прочие остальные вещи Юрия Хованского, на мой взгляд, характеризуют его как конченного социопата. И поэтому я не думаю, что такой человек способен на изменения хоть какие-то. Ты упомянул Позднякова, как ты к нему относишься? Ну, не знаю, как я. Нет какого-то четкого отношения. Мне нравится вот это Поздняков, подписаться, думайте. Это очень смешной мем. Но в целом... Но он вообще в плане плохо. мемов он гениален. То есть вот эти там слоны, там, ну, там много чего он ввел в оборот, Да. там огромное количество Но мемов. риторика, я с его вот этой Риторика проблемная, но как бы опять же гениальность подачи, мне кажется, и с ней сложно спорить, при том, что с многими вещами ну, сложно согласиться. Точнее, ну я лично не согласен. При этом он подсвечивает какие-то вещи, там, не знаю, там, с миграцией, с там, этнопреступностью, ну, какие-то вещи реально существующие, скажем так. Да, да. Ну, что-то он делает, но у меня нет к нему там, что я такой. Ну, за ним интересно наблюдать, но я не могу сказать, что он хороший персонаж или плохой персонаж в моем представлении, потому что, как минимум, то, как он девушек травил за съемки в порно, опубликовал их страницу, он занимался настоящей травлей. Я, ну, крайне негативно к такому отношусь, потому что я
я все-таки за определенную, сейчас ты меня тоже в либералы запишешь, но я за максимальную степень свободы. Хочет девочка сниматься в порно и продавать свой контент на OnlyFans, имеет полное право. У нас это законом не запрещено. Есть только одно, что может регулировать, это закон. И устраивать травлю на девчонок, но это, конечно, жестко было. Я даже тебя не в либералы запишу, я просто скажу, что ты... То есть я тоже против любой травли, но дело не в этом. Ты не последователь. То есть, во-первых, человек имеет право меняться. Да? Ты менялся, и хочется верить, что он изменился. И сейчас он занимает такую... Секунду. Сейчас он занимает такую патриотическую позицию. Я, может, не знаю, но я, по крайней мере, не... что он сам в порнухе снимался? Нет, я не в курсе. Ты не видел видео Позднякова в порно? Нет. А ты видел? Да. И как? Ну, он молодец. Вызывает уважение. Позднякову есть что показать, да? Мне не нравится вот это вот. Я как раз таки очень последователен. Мне не нравится его вот это двоякое. То есть для мужика норм, для женщины не норм. Женщина должна быть. Я считаю, что я за равноправие, я феминист. Марксистский феминист. Я полностью Охренеть. поддерживаю, я за женское равноправие. Ну то не путать, пожалуйста, да, с феминизмом вот этим вот третьей волны, со всеми этими Стас, ты не последователен. Наоборот, я очень последователен. Секунду. Первое, человек может меняться. Опять же, может быть, он сейчас кого-то травит, я просто этого не видел. Но самое главное про свободу. То ты говорил, что свобода в таком простом, тупом бытовом понимании это плохо. Это вот этот современный либерализм. Я не говорю, что это плохо. Как? Ну погоди, в начале интервью ты говорил, что это неправильно, нет, что это тебе не нравится. Говорил... А сейчас ты как раз вот за такое очень меркантильное, упрощенное, низовое понимание свободы. Выбора. То есть выбирать между тем и между этим. А это не часть свободы? Нет. Выбор не часть свободы. Возможность из чего выбирать? В США вроде выбор между Джо Байденом и, ну точнее уже между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, но выбором это можно назвать с большой натяжкой. Я говорил о настоящей свободе. Ну, то есть, если для меня выбирать, короче, смотри так. Вот ты сейчас сам немножко противоречишь. Нет, тут нет противоречия. Так, если давай. я имею возможность получать хату, да, и все вот возможные плюшки и привилегии за свою работу, как это было в социалистическом государстве, но при этом не имею возможности на OnlyFans выкладывать свои голые фотки, потому что это осуждается и в принципе запрещено, меня это устраивает, это свобода. Но если я живу в логике капитализма и не имею возможности получить квартиру таким путем и вынужден на нее работать, бесконечно оплачивая ипотеку, и мне при этом еще запрещают с помощью каких-то культур отмены в мужском государстве зарабатывать и на OnlyFans, то да, я считаю это нарушением моей свободы. Я же действую исходя из обстоятельств, которыми я владею. Слушай, ну получается, по твоей логике, при каких-то обстоятельствах совершить подлость, я утрирую немножко, совершить подлость это нормально, а при каких-то нет. Ну как же, такая установка классическая, кстати, из 18 века, что везде надо оставаться человеком? Ну, то есть должна быть последовательность какая-то элементарная. Слушай, ну вот Якименко, например, считает, что можно сестру свою захотелось. Ни ты, ни я, ни Якименко, правильно? Да, ну вот я просто это из его последнего интервью. Ну, у каждого свое определение человека и прочее. Но это же как дилемма вагонетки. Мне просто кажется, что где тебе хочется, ты за свободу, а где не хочется, ты против. Нет, я действую... Причем именно я про свободу такую, упрощенную, да. Нет, я действую просто на уровне написать на заборе слово из 3 букв. Нет, я могу быть, допустим, придерживаться коммунистических взглядов, но я живу в капиталистическом обществе, я не могу просто взять, отказаться от всех благ капиталистического общества, да, потому что мне коммунистических благ никто не предоставит. Здесь же вопрос о том, что это равноценный обмен должен быть. Если... Ты оппортунист, получается, ты подстраиваешься. Ну, кто-то меня в этом убедит, да, в том, что я оппортунист. Не, я тебя не убеждаю, я спрашиваю. Ну, не убедит, я имею в виду, может быть, кто-то меня так назовет. Ну, наверное, в некоторой степени получается, что оппортунист, потому что я считаю себя человеком мелким и никак влиять ни на что не собираюсь. Я примерно понимаю, каким должно быть устройство системы в целом, но я слишком мелкая личность, слишком глупая, такая песчинка с Парасельских островов, чтобы на это как-то повлиять, и все. Я, как обычный человек, действую, исходя из позиции личной выгоды, но при этом остаюсь в рамках своих собственных взглядов, остаюсь человеком в том представлении человека, которое я считаю. Для меня более унизительно, да, это там быть флюгером аудитории. Вот это для меня самое унизительное. И продать свои взгляды и идеи взамен извлечения прибыли, которую мне даст мой социальный капитал, а именно аудитория. Во всем остальном надо уметь договариваться, да, надо прогибаться, а что вот быть вот этим вот идиотом, который вечно ноет, как все плохо, все лягу, на зло Путину уши отморожу. Ну окей, КПД ты таких действий какой? И какой КПД мне сейчас орать о том, что вот нам надо срочно строить коммунизм, потому что Россия капитализм, а капитализм это неправильно.
Ну, слишком много, вот оппозиция, да, она сложная, но я в ней определенно, однозначно очень последователен. И заканчиваю тему с Поздняковым, ну, если он сейчас таким не занимается, то молодец. Но все-таки его риторика крайне упрощенная, крайне радикальная, но как за персонажем за ним наблюдать интересно. Но я не говорил, что у меня к нему негативное или позитивное отношение. Его как такового нет, потому что я с ним недостаточно близко знаком, как с медийным деятелем. Я заметил, ты очень часто говоришь такую интересную конструкцию, если на тебя нападают, наезжают, указывают на какие-то противоречия, ты говоришь, ну я дурак, что с меня возьмешь. Ну, я действительно так Секунду, считаю, секунду, я так не считаю просто. Вот, я сейчас общаюсь с тобой, даже поговорив с тобой там пару минут перед этими съемками, я так не считаю. Хотя, вот, наверное, там, пару лет назад, как бы, там, да, случайно, видя какие-то отдельные твои высказывания, стримы, я тоже мог считать, ну, Стас, он не тупой, ну, в кавычках, да. А сейчас я как раз думаю, что это твоя очень хитрая игра. То есть ты таким образом уходишь от ответственности. Ну, что взять с дурачка? Я это слышу постоянно. Но при этом, извини, но смотри, сейчас, секунду. У тебя огромная аудитория. Да. Огромная аудитория. Вот считается, что блогер номер один патриотический — это Лебедев, но по просмотрам, таким, скажем так, по медиалогии, мне кажется, ты сейчас Лебедева обходишь. По крайней мере, да. то, что мне давали подборку. Даже сейчас ехал в ВК-видео, я на первом месте. Это при том, что ВК-видео, вообще ВК — это его скорее платформа, чем твоя. Да. Вот. Поэтому ты же себя все время преуменьшаешь. Это же игра такая. Нет, это не игра. Многие мне это вменяют. Ну, смотри, смотрю иногда напыщенных экспертов, которые такую чушь несут, которая, ну, просто она вот логически там опровергается сразу. У меня это такое омерзение вызывает. Во-первых, да, я не хочу на себя брать ответственность за мнение людей. Я говорю, если у тебя нет головы, я тебе могу легко одолжить свою. Но только потом не ной, что я тебе подложил свинью. Это как пелось в знаменитой песне Noise MC. У меня так, я не собираюсь быть лидером мнений, я не собираюсь никого никуда вести, я не вождь, я не на баррикады никуда не иду. Мне это, честно говоря, вообще не интересно. Я мелкий человек, который чем больше узнает, тем меньше понимает. Поэтому, да, я снимаю с себя ответственность. Я не собираюсь отвечать за действия и за какие-то, за других людей. Потому что я не могу на себя брать ответственность за их поступки. А если я им сказал, чуваки, я вам отвечаю, мы все в это верим. Самые большие мрази, они как раз таки вот так вот и сидят серьезно, берут на себя ответственность за свои слова, которым потом и не соответствуют, и просто молча динамятся. Вот и все. Я не хочу брать на себя ответственность за других людей. Я тебе даже больше скажу. Это не такое фундаментальное место в моей жизни как бы занимает. Я в школе любил только одно. Я последователен в этом плане, я никогда себе не изменял. Мне нравилось какую-нибудь херню пороть, учителей раздражать, и чтобы пацаны задние, вот у меня было два друга-близнеца, и они так, знаешь, заливисто смеялись, так голову назад запрогидывали, когда я какую-то херню творил. Мне нравилось быть посмешищем. Мне еще в школе говорили, что я клоун и шут. И мне всегда больше всего нравилось веселить людей. Это удобная позиция. А мне вот это нравится. А почему я должен выбирать неудобную позицию? Не, я не говорю, что не должен. Я говорю, что просто... Если удобная, значит ты должен в реально... умен. Я взял себе удобную Я вообще позицию. так и сказал уже. Не, я имею в виду минут 5 назад. касательно к этой вещи, что я взял Я к тому, что ты играешь дурачка, дурачком не являешься, что ты таким образом, это опять же часть оппортунизма. Ну хорошо. Подстройки такой слушай, социальной. мы пришли к выводу, что я оппортунист, ради бога. Я не собираюсь на себя брать ни за кого ответственность, я тебе объясню просто почему. Я не знаю, как правильно жить. Я не знаю, как правильно жить. Я пытаюсь в какой-то системе разобраться, как она устроена. Ты же говоришь своим подписчикам, что какие-то ценности, в твоем случае коммунизм, это правильные ценности. Да я так считаю, действительно. Значит, ты все-таки говоришь, как жить. Нет, если я говорю, как жить, да, моментами, я говорю только одно. Думайте, исходя из своей личной выгоды, и не позволяйте всем себя использовать. Потому что если я говорю там про коммунизм, а что мне мешает этот самый коммунизм монетизировать, как это сделал Константин Семин? Кухонные поболталки о том, как все плохо, какая Россиюшка плохая, какой Путлер убийца там и тиран, и за это вы мне донатите, а я буду продолжать вам рассказывать, как это плохо. Они занимаются демотивацией, демотиваторами. Хорошо, знаешь, я тогда скажу, я беру на себя ответственность, но только за эти высказывания, потому что я с этим согласен. Жить надо для себя, думать надо преимущественно о себе. И те, кто сейчас отрывок этого интервью нарежут и будут вставлять в свои разоблачения, как посмотрите, он не думает об окружающих, я задам вопрос. Ты что сделал? Я хотя бы для людей вокруг себя сделал комфортные условия, у меня все получают хорошие зарплаты, кто на меня работает и занимаются приятным делом. А ты только
в уши всем про то, как ты окружающим хочешь помочь своими россказнями про коммунизм. И ни хрена не делаешь даже для тех, кто вокруг тебя. У тебя жена в дети в одни рассказы и сбор донатов. Это я просто сразу предвижу, потому что все это лицемерие, это лицемерная позиция. Те, кто больше за других переживают, не делают малейшего для тех, кто ближе них. А вот мне, да, мне близкие вот люди, которые вокруг меня, я хочу, чтобы у них все было хорошо. Вот за что я беру ответственность, вот за эти высказывания беру. Коммунистическая идея правильная, так надо жить, так, к этому должен стремиться мир. Но это не значит, что я за сборище дегенератов, которых я за людей лично не считаю, пойду сейчас на баррикады и буду свою жизнь класть. Я могу порассуждать о том о сём, я могу пошутить, поклоунадничать, но я не собираюсь ради сборища дегенератов отдавать свою жизнь и вот просто ничего вообще не прожить ее. Все, я хочу пожить, чтобы мне было интересно. Да, я вот жесткий индивидуалист в этом плане. Я вообще убежден, что здоровый эгоизм – это очень правильная вещь, если все будут успешными эгоистами, в каком плане, то есть делать себя в итоге, ты себя сделал счастливым. И вот так каждый, да, то в итоге весь мир станет счастливым. И есть большая проблема, что многие как раз думают, а как осчастливить, там, не знаю, какой-то Зимбабве, забывая то, что там, не знаю, он не позаботится о своей жене, детях, маме. Вот в чем проблема. Вот только, Стас, это все абсолютно как бы, вот такой подход, с которым я сам согласен, он абсолютно противоречит коллективистской коммунистической идее. Нет, он является Не ее противоречит. основой. Он Даже является так. ее основой. Безусловно. Мы говорим об абстрактных вещах сейчас с тобой, в том числе и о Зимбабве. Я тебе говорю исключительно о экономических Коммунизм, аспектах. он не про коллективизм. Коллективизм является надстройкой. Понимаешь, ее можно, эту надстройку, как угодно двигать. Давай так, коммунизм про индивидуализм или про коллективизм? Ну, если выбирать из этих двух вещей, то больше про коллективизм. Но это не значит, что каждый Ну, человек... ну, хоть стремящийся к здесь индивидуализму ты не Пойми, стал вот уходить. все говорят про коммунизм, именно исходя вот из вот этих вот коллективизм, там вот гулаги, репрессии и прочее. Я говорю только про экономический базис. Полная национализация, отсутствие крупного капитала и распределение благ от народных предприятий в пользу, собственно, там уже можно играть как угодно. Можно в НЭП поиграть, да, можно то поделать, вот это поделать. Я вот за это. Хорошо, давай я буду ближе к государственникам, там, чем к коммунистам. Стас, давай поговорим о Кавказе. Вообще, насколько тебе знаком этот регион? Ну, не могу сказать, вот только про чеченские войны изучал Бывал вопрос там? немного. Нет, но хочу сделать в противовес Юрию Дудю фильм один. Но не буду пока раскрывать ничего про эту тему в будущем. Побываю. Такая одна из ключевых точек на Кавказе, да, точек Могу смешную непростых. вещь про Кавказ Ну рассказать? давай. Очень смешная. Короче, у меня есть приятели из КНДР. И они побывали в Чечне, им очень понравилось, и вот все, кстати, они говорят, что Чечня это как будто бы вот прям КНДР, то есть вот этот вот порядок, вот все такое. Но, что я хотел смешное про Кавказ сказать. Подходят потом эти друзья там к одному человеку, говорят, они же там Чучхе, вот, ну, из КНДР ребята, они говорят, послушайте вот там вот, а где вот эта вот идея, идеология Ахмад Сила, как с ней ознакомиться, узнать основные положения. То есть они подумали, что Ахмад Сила, потому что там постоянно это говорят, это какая-то идеология на манер Чучхе, вот. И мне это очень смешным показалось. А ты в Северной Корее тоже бывал? Нет, я хочу, не получается. Ну, у них есть туристический маршрут, но я проговариваю концепцию, в посольство несколько раз ездил, с посольством КНДР, они не доверяют сейчас российским блогерам, спасибо Антону Лядову и остальным ребятам, которые из-под тишка наснимали какого-то типа Манского и выдали это за разоблачительную правду. Я хочу поехать и рассказать о проблемах Северной Кореи, а они к этому относятся. Ну, я их понимаю, это как, слушайте, я хочу там фильм про Россию снять, можно я в какую-нибудь глубинку поеду? Я хочу снять про проблемы КНДР, но объяснить вот санкциями, как это вызвано, как страна оказалась в изоляции, и я восхищаюсь КНДР. Потому что она одна, эта страна, против всего мира выстояла, и это заслуживает уважения, как бы вы там ни относились к идеологии коммунизма, к Чучхе и вообще там ко всему остальному. Вот, но я там не был. Вот. Мы не можем эту концепцию согласовать, потому что мне не доверяют пока. Я хотел спросить, как ты считаешь, простые северокорейцы, они счастливы живут или нет? Но я боюсь, мы тогда уйдем... Думаю, что... Кратко, если сможешь ответить Я на этот думаю, по вопрос. большей части, ну, не очень. Потому Не что очень. уровень у страны очень низкий. Но вопрос-то как бы, что взамен? Ведь если бы КНДР не было, да, то Южную Корею не надо было так накачивать деньгами.
А пока она есть, да, то есть ты можешь на какое-то время сказать, а зачем нам эта северокорейская идентичность, отказываемся от нее, становимся частью Южной Кореи, но тогда уровень Но мы с Южной тобой Кореи... вряд ли станем, поэтому... Я имею в виду Я понимаю, гипотетически, шучу. да, но окей. это же та же самая ситуация с Россией, с Украиной. Зачем, вот если бы России не было бы, да, зачем бы было накачивать Украину деньгами, условно? Она же является тараном, точно так же, как Израиль накачивает баблом и устраивает эти конфликты изначально еще с 70-х годов, там, 60-х прошлого столетия для того, чтобы разжечь конфликт и не позволить арабским странам с их арабским социализмом присоединиться к советскому блоку. Это же все, это очень долгий процесс. Ну, то есть, условно говоря, да, я считаю, что в среднем, хотя, опять же, вот вопрос, в Северной Корее, что считать свободой, что считать счастьем? Человек-то по большей части всем всегда недоволен. Я понимаю людей, которые там из глубинки у нас жалуются, но люди, которые живут в Москве, да тут вообще грешно хоть на что-то жаловаться, идеальная страна. И понятно, что всегда может быть лучше, но вопрос, где лучше, ну вы съездите, сравните с другими странами объективно, да, не то, что ты там живешь где-нибудь в Челябинске, съездил на выходные в испанскую Барселону и такой, блин, какая же Россия говно. Ну ты сравнивай сопоставимые вещи, если ты из глубинки, сравнивай с глубинкой, а не с центром и прочее. Ну, опять же, извини, просто много мыслей на этот счет, я чуть-чуть отошел, но я считаю, что в целом, наверное, средний житель Северной Кореи счастлив настолько же, насколько счастлив среднестатистический житель Южной Кореи. Между началом твоего ответа и концом, опять же, есть противоречие. То есть вначале сказал, что не счастлив, а потом, что так же, как в Южной Корее, а в Южной Корее, секунду, а Южная Корея по индексу счастья, ну она, короче, очень неплохо располагается. То есть есть, ну, нет, во-первых, как вопрос, как у тебя это укладывается в голове? если Одно смотреть в целом, да, то несчастен, потому что человек понимает, что всегда может быть лучше. Но если мы сравниваем среднестатистического человека из одной стороны со среднестатистическим человеком из любой другой стороны, то плюс-минус они будут на одном уровне находиться, если мы берем среднестатистического человека. Считаешь, Но что... это оценочное суждение. А Так. про твой индекс Да. счастья, ну, слушай, там вопрос, кто его составляет, как он его измерит, ну как измерить счастье. Ну, короче, это все на уровне того, что мы с тобой просто поболтаем об этом, да, но использовать это вот именно в жизни как аргумент для каких-то вещей, я думаю, не стоит. Но ты правда считаешь, что, там, условно говоря, уровень счастья у человека, живущего в Москве и живущего, там, я не знаю, каких-нибудь объективно, я не хочу даже придумать что-то, но в объективно плохих, ужасных условиях он будет России? примерно одинаковый. В России? Да не в России, нет, вообще в мире. Ну, вот, найди какое-нибудь место, где правда плохо, и при этом у людей есть интернет, они знают альтернативу. Но если мы Да? берем Африку, то там, конечно, везде плохо. И там Ну, даже как бы, мне кажется, сравнивать очень не странно надо, говорить, наверное, что везде примерно люди А я одинаково думаю, везде счастливы. примерно одинаково. Все-таки Потому так что, думаешь? Ну, это, опять же, вопрос философский. Ну, потому что отношение к счастью, слушай, я вот тебе скажу так. Я знаю людей, которые, вот на примере своего знакомого, ладно, мы с ним познакомились еще, когда я техноблогером был. Он, короче, владелец, как бы так сказать, чтобы просто не спалили, не хочу человеку негативный пиар делать. У него была сеть ремонтных мастерских на территории, ну, одного из нескольких российских городов. Он неплохо зарабатывал, он ремонтировал технику, и когда началась СВО, он внезапно осознал, насколько ему здесь плохо, насколько его режим это душит, все продал это и уехал в Тбилиси. Там он открыл бар, питейное заведение не выстрелило, в общем, через 7 месяцев он вернулся, и сейчас он работает в заведении, которое раньше ему принадлежало, он теперь работает ремонтником. Я же правильно рассказал плюс-минус историю эту? Примерно. Ну, примерно так, да. Вот, я просто уточнил у человека, который непосредственно знает. Вот тебе история. Ну, то есть, а человек-то он стал более счастлив или менее счастлив стал? И как это вообще измерить? Надо у него спросить, наверное. Нет, это не он лично. Не, я понимаю, что это не он лично, я имею в виду, что у этого человека. Я не думаю, что он захочет себе такой пиар. Но ты понимаешь, человеку сформировали картинку в голове, у него произошла внутренняя миграция, ну а в других местах все оказалось не так. То есть он до этого был счастливее, и теперь он менее счастлив на том же самом месте из-за того, что картинка была сформирована. Я думаю, ты опровергаешь свой изначальный тезис о том, что счастье везде, в разных местах у людей примерно одинаковое, что как раз от места зависит, где человек более счастлив, где менее. Может, люди в Северной Корее как раз более счастливы, чем в Южной. Может быть. Да, но говорить, что примерно везде все одинаково, мне кажется, все-таки натяжка. Что везде примерно все одинаково. Ну, я понял. Потому что это вопрос, потому что как мы измерим счастье? Я же беру вот это вот среднее арифметическое, да, где там на первом, у больницы в подвале морг, а на этой
Там на втором этаже заболевшие там, каким-нибудь ОРВИ. У нас средняя температура по больнице будет 36,6, у кого 38, а у кого 0, да? Точнее 2 градуса в морге, при 2 градусах хранятся трупы, чтобы замедлить все процессы, но при этом тело не разлагалось. Мы просто говорим об абстрактных вещах, и здесь мы можем рассуждать как угодно. Счастье, оно типа внутренними вещами определяется. Я могу сказать, что сейчас я там более счастлив, чем раньше, но только потому, что я научился относиться к этому по-другому. Я могу сказать, что мои деньги, они не сделали меня намного счастливее, чем вот у меня есть 100 тысяч в месяц, когда я начал зарабатывать. После этого я уже не считал никогда, потому что все, это вот мой доход. Мне больше, вот дальше уже я счастливее не становлюсь. То есть тебе достаточно 100 тысяч в месяц для счастья? Да, то есть. Так отдай лишнее другим, по-коммунистически. Ну, я не по-коммунистически, я поддерживаю ребят с СВО. Нет, ну ты же понимаешь, это правильно. Я про другое, но если тебе больше не нужно, ты можешь в принципе все раздавать. Ну, могу, но я могу при этом сделать и лучше жизнь вокруг меня людей, платить им больше зарплату, платить там, построить что-то для своей дочери, сделать какие-то подушки безопасности на будущее и прочее, да. Подушки безопасности, это уже для себя любимого. Давай про Кавказ. Нет, а то мы уйдем, мы уже в счастье ушли, в определение Да. счастья. Про Кавказ. Я хотел тебя спросить про азербайджано-армянские отношения, про этот конфликт. Что ты об этом думаешь? Карабах. Вот, что ты об этом думаешь? Я думаю, что Пашинян черт. Так, Вот. начало интересное. Я думаю, что Пашинян это, короче, армянский Навальный, и Армения, за ней интересно наблюдать, потому что это то, что и случилось бы с Россией, если бы у нас к власти пришел Навальный. Я вообще все эти разговоры про борьбу с коррупцией, честно говоря, не люблю. Коррупция это плохо, я против коррупции, но коррупция это же следствие. Здесь мы придем еще к тому, что еще... Я почему говорю про коррупцию, Пашинян же на этих настроениях приходил к власти. Считаю, великолепный пример, политика Армении, ей должны интересоваться абсолютно все, потому что, ну вот что у вас будет с вашей страной, когда к власти приходит прозападный кандидат. Какое будущее у Армении, на твой взгляд? На мой взгляд, весьма печальное. Во-первых, вот эти вот, когда Россия не защитила Карабах, вы при этом там нас как бы изгоняете оттуда и говорите, что мы там не нужны и прочее, прочее, прочее. Когда происходил вот этот конфликт в Карабахе, туда приехал Snoop Dogg, я считаю, что это очень многое показало об отношении людей, в принципе, на тот момент. А в целом, выбрали такую вот власть, были зомбированы и теперь будут жить хуже, будут отстаивать интересы Запада вместо того, чтобы, опять же, я не говорю, что Армения должна быть с Россией, потому что там Советский Союз или что-то. Это вам выгодно. У нас с вами территориальная близость. Вы же хотите, чтобы вам было выгодно всякие армянские там, вина, да, чем Армения просто не интересовалась в этом плане, продавать удобнее географически, чтобы доставка меньше стоила, и отправить это все, и зарабатывать на этом деньги, как там в Молдавии, да, мы знаем, то, что они прекратили все это продавать в России, хотя могли бы совершенно спокойно это делать. Ну вот, когда страна начинает отстаивать чужие интересы вместо своих собственных, ни к чему хорошему это не приводит. Поэтому я думаю, в Армении все будет плохо, что, на мой взгляд, не отменяет очень хорошего мое отношение к армянам, как к народу, но вот совершили ошибку и выбрали такую власть. А если говорить про Азербайджан, ты бывал в Баку? Вот здесь, к сожалению, про Азербайджан вообще ничего не могу сказать. Единственное, что как я понимаю, я это не утверждаю, я не изучал вопрос, они, по сути, представляют интересы Турции. То есть они находятся в таком Османской империи 2.0, представляют Турцию на мировой арене, и Карабах им был нужен, в том числе, как и некоторые другие территории, которые, возможно, Армения может скоро потерять, для как раз-таки торговых путей. Но я не утверждаю, глубоко я этот вопрос не изучал. Я не думаю, что Азербайджан представляет Турцию, я думаю, что это такая самостоятельная сила. И, кстати, это очень наглядно проявляется в отношении к Израилю. У Турции с Израилем сейчас конфликт, особенно после недавних заявлений Эрдогана, что он чуть ли не вторгнется в Израиль, это в ядерную державу. Да? Мне кажется, что это все-таки был пиар, конечно, но тем не менее такой громкий прозвучало. А Азербайджан и Израиль дружат, у них практически союзнические отношения, Израиль поставлял Азербайджану оружие. И в этом... Все это меняется в 5 минут. Да, но это уже как бы у Азербайджана и Израиля десятилетиями продолжается. Я с тобой не согласен. Да, пожалуйста. Это может продолжаться сколько угодно. Знаешь, есть великий персонаж, и он сказал хорошую фразу. Хороший, плохой, важно у кого ружье. Почему мне говорят в России фашизм, а я говорю, что нет? Потому что нет на нашей территории формирований, которые имеют право на насилие. Понимаешь, о чем я? То есть на территории Украины был Азов.
националистическое формирование, которое неонацистское, у которого есть вооружение. Они могут прийти на территорию какого-нибудь суда и освободить своих подельников. В России такого нет. И плевать, какие там дипломатические отношения у Азербайджана с Израилем, если Азербайджан является частью турецкой сферы влияния, то когда Эрдоган скажет, если это нужно будет сказать, они вместе с Азербайджаном, Турция, да, они пойдут на Израиль. К примеру, я тебе гипотетически говорю. Важно, у кого экономические рычаги влияния и у кого оружие. То есть хороший, плохой, неважно, важно, у кого ружье. Ну вот, собственно, я про это... Отчасти да, отчасти нет, но где-то ты прав, несомненно. Убирать значимость экономических связей, военных связей никак нельзя. Ну так вот... Они хитросплетаются. Конечно, конечно. Но вот как раз по этому критерию я и не думаю, что Азербайджан так зависим от Турции, вообще является как бы такой турецкой частью, как это принято говорить. Именно потому, что и экономически Азербайджан тесно связан не только с Турцией, а оружие десятилетиями покупает у Израиля. И Эрдоган уже намекал, что не сильно этим доволен, но тем не менее Азербайджан это не останавливало. Переходя к Ближнему Востоку. Как я понимаю, у тебя такая более критическая по отношению к Израилю позиция. Ну да, безусловно. Ну, потому что то, что они, ну вот эти вот бомбежки мирных и прочее. Я сейчас, как раз начнем про это тоже диалог. Твое видение будущего. То есть ты считаешь, ты за демонтаж Израиля как государства? Слушайте, я повторюсь, я человек маленький, я вообще просто завязывай с этим. Нет мнения, у меня нет вот какого-то мнения, кто там что должен, вот буду я сейчас сидеть и Нетаньяху с Путиным рассказывать, да, и Байдену, как они должны свою политику вести, но это просто будет смешно. Не, я, конечно, такое бы сделал, но только для достижения комического эффекта. Я вообще не считаю, что кто-то кому-то там что-то должен. Будут определенным образом развиваться определенные события. Я, как всегда, конкретен. Ты согласен, что Израиль имеет право на существование? Ну, конечно, как и любое этническое там формирование. Есть очень многие, кто не согласны с этим. Ну, если страна уже существует, то что, как ее демонтировать, и куда отправить евреев, израильтян, что с ними делать? Но при этом, у антисионистов есть на это ответы. У них могут быть любые ответы, я признаю только одну вещь, это закон. И мы имеем факт, что Израиль очень много лет плевал на международное право и на те самые резолюции ООН, он их не исполнял. Мы же имеем это как факт. Но и тут возникают вопросы к Израилю, хотя намного больше вопросов к международному праву. Израиль сам по себе страна не такая сильная для того, чтобы в одиночку прогибать международное право. Здесь мы приходим к тому, что это делается под протекцией США, которая и Косово отделяла, и бомбардировки делали без санкций на то совбезов ООН и прочих всяких организаций. Да? Поэтому, ну вот, получается США. США уберите из этого уравнения, и Израиль перестанет вести себя настолько неадекватно и вынужден будет соблюдать международное право. Мне вот это вот обидно, то что международное право это которую все имеют как хотят. Мне бы хотелось, чтобы оно работало. Я действительно за мир, основанный на правилах, и в том числе я и поддерживаю Россию, потому что она никогда его не нарушала, всегда все делала в рамках международного права, и даже по части референдумов в Крыму я считаю, что они были проведены честно. Хотя, если бы не было прецедента Косово и многих других вещей, я думаю, что и Крым, возможно, бы Путин не стал присоединять. Но он уже понял, что международное право не работает. К сожалению, мы живем в ужасное время, но есть только одно право, и это право сильного. Меня постоянно пытаются подколоть, чей Крым, чей Херсон. Я говорю, тот, кто это занимает с помощью своей военной мощи, но тот на данный момент и является владельцем этой территории. К сожалению, как бы печально это ни было, есть только право сильного. Все остальное это пропаганда и разговоры в сторону морали. Давай вот через призму того, что ты сказал, посмотрим тогда на ситуацию на Ближнем Востоке. Мне интересны твои мысли. Израиль создан по решению ООН. Была резолюция ООН о создании двух государств. Тогда они еще не назывались никак, да, просто еврейское и арабское. По закону он создан. Теперь арабская сторона не приняла ту резолюцию, не приняла решение ООН, не приняла этот закон. И там ряд стран тогда напали на Израиль. Это был 1948 год. Одна из первых стран, которая Израиль признала и поддержала, это был СССР. К слову, Америка от поддержки Израиля скажем так, в первоначальном этапе просто отказалась. То есть президент Трумэн евреев кинул. А кто поддержал, кто помог, без кого бы Израиля, возможно, не было бы? Товарищ Сталин. Я думаю, ты это знаешь.
Я думаю, Ну, ты, секунду. тут есть разные Давай, взгляды. не, ну Да, ну ты это можно скажи, прочесть в энциклопедии, просто в любой практически, в любой разные, причем. Я думаю, ты знаешь, что первые самолеты израильские ВВС, это были самолеты, которые Израилю поставил СССР. Причем, что интересно, это были трофейные мессершмитты, да, которые взяли, они попали от немцев. И вот это были первые в итоге самолеты Израиля. Таким образом, помогал СССР, а не США изначально, и все было по закону. И первые войны свои Израиль выигрывал вообще без помощи Америки. Америка пришла потом, и в самом Израиле, вот у меня просто до тебя здесь выступал такой раввин Михаил Финкель, это израильский обозреватель, и он сказал интересную вещь, что трагедия Израиля как раз в том, что Израиль очень сегодня зависим от Америки, он не всегда был зависим, и что сегодня Израилю надо дрейфовать в такую более нейтральную сторону, основываясь на многополярном мире. И в принципе изначально так и было, но потом, конечно, все любят получать какие-то бесплатные плюшки. И просто где-то там в 60-е, 70-е, так сказать, в 70-е даже годах Израилю понравилось получать какие-то плюшки от США, и вот США так получило влияние на Израиль. Так в связи с этим вопрос. Если изначально проблем не было, если изначально Израиль входил, скажем так, в зону влияния СССР, если изначально все было по закону, то есть ли смысл сейчас, оценивая ближневосточный конфликт, пытаться, пытаться очернять исключительно одну сторону? То есть, вот знаешь, я ведь считаю, что, честно, в любом конфликте, практически в любом, нет никакой идеальной, есть исключения, да, есть черное, есть белое. Вот, например, там, да, объективно, да, и не только в случае с Великой Отечественной, но Великая Отечественная просто такой наглядный пример. Вот есть зло, это нацистская Германия, есть добро, да, это СССР. И тут понятно все. Но в большинстве конфликтов и те, у каждого есть свой недостаток. И когда у нас большинство блогеров, потому что просто так модно, ругают Израиль, причем, честно, глубоко не понимая, тебе не кажется, что это просто погоня за хайпом и такой, погоня за дешевой популярностью? Да, я с тобой согласен. Вот по порядку могу какие-то из твоих тезисов забыть, ты, если что, мне накинь. Но по поводу создания Израиля я, честно говоря, не особенно разбирался в этой истории, поэтому никак прокомментировать не могу. Могу предположить лишь две вещи, почему Сталин это инициировал. Первое, это какое-то политическое было решение, то есть, допустим, с помощью этого он мог как-то улучшить положение Советского Союза, может быть. Да? Второе, это чисто человеческое, потому что можно очень долго рассуждать о коммунизме, да, но если меня попросят дать одно определение, коммунист — это тот, кто на стороне слабых. И очевидно, что у евреев были определенные проблемы, и им нужно было помочь эти проблемы решить. Это первые два момента. Следующее. Неважно, кто там хороший, да, кто там плохой. Я согласен, что у каждой медали две стороны. Но вопрос-то истребления мирных в Газе, это является военной необходимостью? Мне почему-то кажется, что нет. А ты думаешь, Израиль специально их истребляет? Создается такое впечатление, что да, там десятки тысяч людей, но если они считают ради там, знаешь, вот есть такая история, как США на Афганистан сбросили матерь всех бомб ради 80 боевиков. И уничтожили там в стране, это самая мощная в мире неядерная бомба. И вот это что, ради 80 боевиков вы сделали? Вы как бы считаете это адекватно? Если Израиль ради того, чтобы убить нескольких десятков боевиков Хамас, готов убить десятки тысяч женщин и детей, то я тоже с этим категорически не согласен. И у нас есть примеры, допустим, той же самой России. Да? Вот, чем интересен израильско-палестинский конфликт, так это первыми же видео в первые же 3 дня, и мы столько жести за все 2 года СВО не видели. На тот момент 1,5 года СВО, по-моему, плюс-минус, могу запутаться. Понимаешь, вот о чем я говорю. Но в целом, конечно, у палестинцев тоже очень жесткая идеология в этом плане. Они хотят там но вопрос, а кто создает всех этих радикалов? Откуда все эти исламисты берутся? В принципе-то, да, если мы говорим не конкретно даже про Палестину, а вообще. То есть первопричина. Ты думаешь, евреи? Нет, конечно, нет. Слава Богу, слава Богу. Мой ответ тебе может понравиться меньше, чем если бы я сказал евреи. Я не знаю, скажи. Капитал.
он взращивает Капитал как некая абстрактная сила? капитал именно американский. Мы давай вспомним, собственно Почему? говоря. Я как раз отчасти согласен, Да. но просто думаю, что это один из факторов. Из По- многих там, то есть, Есть много фактов. а но то, есть что решающие. Америка играет негативную роль, ну да. Вот ты говоришь про конечно. Израиль, да, ты говоришь многополярный мир, им надо дрейфовать в сторону многополярного мира. Военные базы чьи на их территории? На территории Израиля Да. нет американских. Нет военных разве баз. американцев? Нет. Это мы подрежем. Да нет, шучу, не подрежем. Я почему-то думал, что есть. Но в любом случае, даже если нет, то есть в любом случае Там тайный есть контингент. есть склады военных баз, как это вот принято понимать, в Израиле американских нет. Есть Хорошо. склады. Но там есть в любом случае контингент очень интересный. Всякие они а-ля консультанты и прочее. И политика Израиля, она должна быть такой. Кроме того, у них, по сути-то, Израиль, вот с точки зрения географического положения, по-моему, страна очень неудачная. Ну, я имею в виду с точки зрения добычи ресурсов и Моисей прочего. неудачно водил евреев, да? Ну, можно было и лучше, скажем так. Не знаю, в Москву привезти. А Россия идеально. Но она уже Не, была... я был бы вообще не против, но я сейчас про другое. Ну, как бы, как случилось, так случилось, да. Да. Ну, нет, если военных баз нет и нет никакого влияния, хотя, как мы знаем, есть у нас типа операции по типу Гладио со всякими тайными армиями и Да нет, контингентом. Стас, влияние, конечно, есть, это понятно. Ты говоришь про многофакторность, а я Да. считаю, что да, ты прав, но главный фактор, основополагающий, он всегда один. И если мы говорим об этом конфликте, ну если израильтяне, ну израильская власть считает, что ну да, давайте, чтобы убить там нескольких сотен боевиков Хамаса, убьем там еще и кучу мирных, но я с этим чисто по-человечески не могу согласиться, но при этом у меня как бы возникает вопрос, откуда все эти радикалы берутся. Ты думаешь, жизни палестинцев для представителей Хамаса они вообще в принципе важны, они ими прикрываются как щитом, как те же самые азовцы делали, да, в отношении жителей Мариуполя. Там уже идеологически все по-другому перепрошито. Я думаю, что ты сейчас сказал очень важную ключевую мысль. Во-первых, ну, понятно, что Америка влияет. Просто степень влияния Америки, немалого влияния, она у нас часто просто преувеличивается. То есть кажется, что Израиль это такая, ну прокси американская, что не так. И Израиль играет свою игру, и он всегда так пытался делать. Просто когда-то у него это более успешно получается, когда-то менее успешно. В начале, по сути, Израиль, как мы уже сказали, да, это была креатура СССР, и у власти-то в Израиле были социалисты и коммунисты. Вот что самое интересное. Ну, что тогда все были, в принципе, не социалистами. все, там была... Вся Европа была вообще красная. Европа тоже была разная, но конкретно, если мы говорим про еврейское движение, про сионистское движение, то там были как раз и правые, и левые, так вот победили левые и создавали левые. Но если мы приходим вот прямо к происходящему в секторе Газа, ты же сказал очень важную вещь, что как хамасовцы относятся к простым палестинцам? Они же ими просто прикрываются как щитом. Да. И я с тобой не могу спорить даже, ты прав. Так, возможно, такие большие потери среди мирного населения, они потому, что хамасовцы там, не знаю, свои установки располагают в жилой застройке, из больниц стреляют, из мечети стреляют. То есть они и вправду используют обычных мирных палестинцев, мирняк, просто как щит. Просто как щит. Ты с тобой не поспоришь даже. А Израиль проводит ковровые Теперь по бомбардировки. поводу Израиля, не, ковровых там нет. я У ковровых, по видео, у по моим оценкам, ковровых они ковровые. бомбардировок просто есть четкое определение. Сейчас в принципе ковровые бомбардировки не проводятся. Ну, Если ты выглядело, говоришь, я не знаю, тогда какими они должны нет, быть. это ракетами они бьют, но нет такого, что они там... Там да, все просто уничтожено. Если это не как ковровые во бомбардировки, Вьетнаме, я не знаю, как во что Вьетнаме это сейчас в принципе такого нет. В условиях, когда одна страна прикрывается мирником перед другой стороной, а все это происходит на территории, там, я не знаю, которая пару округов Москвы, будем откровенны. Это же крошечная территория, а живет там 2 миллиона человек. Избежать огромного количества потерь среди мирного населения просто невозможно. Тогда вот к твоему вот этому тезису сразу вопрос. А блокада Ленинграда? Что, надо было тогда сдать город просто? Еще раз объясни, чтобы мирные объясни не где погибали. связь. А вот в том и самом связь, что ты говоришь, ну, как бы тогда вот надо, ну, они бомбят, а это просто сопутствующий ущерб. Ну, вот блокада Ленинграда тогда получается, ну, надо было просто вот все отдать. Нет, так почему надо было отдать? Какая связь? Ну, связь прямая. Нет. Да, давай Смотри, еще, давай тогда, еще раз. тогда можно будет просто сказать, ну, как бы просто Ленинград, это была военная необходимость, никакого геноцида они устраивать не собирались, ну, просто люди умерли, потому что, ну, вот, как бы нужна была такая война. В этом смысле? Да. Нет, конечно, такую параллель провести нельзя. Геноцид это всегда сложно.
Нет, геноцид это не так сложно, как кажется, у него есть довольно четкие определения. Другое дело, что в современном мире, с учетом того, что вот это международное право каждый использует как дышло, да, Да. американцы в этом просто очень сильно навострились. Базовые вещи, связанные с правом, они меняются. А так, в принципе, у геноцида есть очень внятное и четкое определение. Идея геноцида в следующем. Геноцид – это уничтожение какой-то этнической, религиозной, конфессиональной группы по причине того, что лица принадлежат к этой группе. То есть не потому, что это сопутствующий ущерб, не почему-то еще, а потому что их за людей не считают и за это уничтожают. А кто будет определять? Секунду. В Ленинграде фашисты уничтожали мирное население, потому что считали нас всех, там, славян, евреев, всех нас считали не людьми. И это был, да, геноцид стопроцентно. Если мы говорим про Израиль. Но геноцидом его признали спустя сколько лет? Очень много. Вот официально только Это только, год или два это назад. только подтверждает, что, к сожалению, международное право вот так хреново работает. Теперь, если мы говорим про Израиль, да, для того, чтобы сказать, что в Газе геноцид, надо, соответственно, прийти к тому, что израильтяне не считают палестинских арабов за людей. Логично? Ну, так. Я склоняюсь к такой точке зрения, Окей, что это действительно смотри. так. Объясню почему. Да, Видео, секунду. То, как там бомбардировки проводились. Секунду, ну, видео по-разному снимаются, по-разному их можно оценивать и так далее. Давай посмотрим на сам Израиль. В Израиле есть парламент, называется Кнессет. 10% депутатов Кнессета – это депутаты арабы, ну, палестинские арабы. Кстати, абсолютное большинство мусульмане. Более того, там, часть из них выступает, находясь в Кнессете, фактически не просто против Израиля, а за демонтаж того самого Израиля. Я вообще считаю, что это как бы, ну, вот это как раз та игра в какой-то безумный либерализм и демократию, которая, но абсолютно алогично и переходит все мыслимые и немыслимые границы. И когда кто-то говорит, что там части либерализма или демократии надо брать России с Израиля пример, я говорю, да вы спятили, вы просто рехнулись. У нас такие же шизофреники есть. То есть просто, чтобы ты понимал, ну как будто в израильском Кнессете заседает Басаев, вот если провести какую-то параллель. То есть люди, ну, вот, натурально говорящие, что в Израиле быть не должно. Все-таки Басаев, он конкретным действием перешел, а говорить можно до поры до времени чего угодно. Окей, хорошо, вот Басаев без конкретных действий, вот давайте, чтобы было точно. Да, и то есть депутаты Кнессета, которых в итоге там привлекали к ответственности за... К Басаеву без конкретных действий и претензий бы не было. Ну, не скажи, смотри, в рамках современного законодательства за призывы и так далее, за призывы к насилию, за русофобию, откровенную русофобию, за призывы к изменению конституционного строя, конечно, были бы претензии. Что конкретно они как бы говорили? Я говорю о том, что часть депутатов Кнессета, значимая часть, 10% это немало, они арабы-палестинцы, и среди них есть те, кто вообще отрицают фактически, ну, скажем так, хотят, чтобы Израиль перестал быть Израилем, вот назовем это так. И это каким-то образом терпит. Были министры... Секунду. Ну, как-то не могут. Могут, конечно. Они же депутаты. Это сам факт. Но если ты кого-то не считаешь за человека, он не станет тебя депутатом. В Израиле были министры арабы. В Израиле часть крупного бизнеса. А в Америке чернокожий президент. Все ты считаешь, что в Америке черным живется плохо сейчас? Ну, ты за БЛМ? Я не то чтобы... Так, глаза, Стас, глаза. Ну, в целом, ну, наверное, да. Серьезно? Но не за ту радикальную форму, которую он приобрел. То есть вот тебе нравятся вот эти погромы, которые там происходят? Нет, я просто говорю о том, что там есть сегрегация афроамериканцев очень серьезная. Сейчас есть сегрегация? Да. Их из автобуса выгоняют? Нет, из автобуса не выгоняют, но она финансовая. То есть, например, может быть, эта сегрегация выражается в квотах при принятии в вузы, когда, если ты афроамериканец, тебя скорее примут в вуз, чем белого? Вот это я против этого, опять же. А какая тогда сегрегация? По финансовому признаку. Чернокожему сложнее устроиться на работу, о чем ты говоришь? Дороже получить образование. О чем ты говоришь? В Америке во всех компаниях, практически во всех, с подачи вот как раз вот этих леволибералов, есть квоты. Так это другая крайность. Квоты для чернокожих, да, конечно. Для чернокожих, геев, альбиносов, трансгендеров. Вот, так да. Оно сейчас в другую сторону ушло. Мы же говорим про сейчас. Это бред. Это бред, конечно. Эти квоты, они для того, чтобы как-то заткнуть проблему и показать, какие они хорошие, для того, чтобы выиграть на венчурных акциях, но при
этом они кардинально не решают проблему. Большинство чернокожих там, и мексиканцев, они опять же абсолютно маргинальные, люмпинизированные элементы. Это абсолютно то, о чем я и говорю. Да, я поддерживаю идею БЛМ, но я не поддерживаю движение БЛМ, которое после Джорджа Флойда и все остальное. То есть я считаю, что действительно по отношению к афроамериканцам есть сегрегация, но исключительно на финансовом признаке. Ты знаешь, по такой логике, вот если ты говоришь про мексиканцев, что большинство из них там плохо живет, про чернокожих просто уже сейчас, это уже очень спорное утверждение, по-прежнему их уровень доходов Это ниже, пиар но, на тебя точно сработал. никакой сегрегации просто там нет, на законодательном уровне точно. Ну, так же, А как если и мы в говорим про Палестине мексиканцев, нет геноцида, Стас, на твой взгляд, а на мой ну взгляд это не на есть. мой взгляд, ты же ссылаешься на решение Нет, судов я и говорю так далее. свою оценку. Решения суда там нет никакого и быть не может. Опять же, Погоди, почему? может быть будет, именно потому что международные суды принимают такие безумные решения. Америка Там уже- прокуроры там были. такие вещи По поводу задвигают. Нетаньяху было расследование, но Америка Оно- сразу же сказала, оно и что его есть. не будет. Не, Ну, не. его не будет, оно ни к чему не приведет, Вообще так не же, в- как и расследование Хантера Байдена. Вот именно потому, что нет никакой, скажем так, объективной справедливости в мире Я большой могу политики. просто оценивать с точки зрения своего Я понимаю, взгляда. понимаю. Я считаю, что в Америке есть сегрегация чернокожих на финансовом признаке основанная. Но ты не можешь доказать, где она. Ну, я не Показать ношу с собой конкретно. статистику вот Ну, так тогда- вот сходу, чтобы ну, вот тогда это всё голословное показать. утверждение. Это мнение, о чем Не, я говорил мнение ты, секунду назад. Станислав, Оценочное суждение. да, это ты имеешь 100%. Оно не Просто голословное. Я оно же не могу- голословное. Нет, я смотрел, была статистика определенная и исследования. Я не помню, где именно я читал, но я же как бы мы заранее с тобой там не говорили, что мы будем вот это Слушай, тему касаться. возьмем мексиканцев и мексиканское население Ну, в США и, например, мигрантов у нас. Понятно, что мигранты в среднем хуже живут, чем россияне, чем люди, родившиеся здесь. Это понятно. Абсолютно так же мексиканцы, значимая часть мексиканцев, которые либо мигранты в недавних поколениях, втором, третьем, понятно, что они в среднем живут хуже, чем там, условно говоря, белые американцы. Но при этом никаких институтов сегрегации нет. ну, по каким- институтов, понятное дело. Так это же самое, ты говоришь, когда говоришь про сегрегацию, это институт. Когда ты говоришь про геноцид, это тоже институт. Это не абстрактная вещь. Как бы в ситуации, Я бы в как- таком институте се- не стал учиться. И правильно сделал бы. В ситуации, когда в стране, там, не знаю, министры арабы, депутаты палестинцы, есть отдельные арабские школы, в которых преподают по-арабски, и более того, у них отдельная своя школьная программа, которую они сами себе утверждают. Важен их процент. Кого? Ну, вот этих самых школ. Если это Он просто соответствует какой-то проценту населения. Но это надо опять же смотреть. Пожалуйста. Я говорю, я же не готовился, Я- предварительные исследования какие-то не читал. Но тем не менее, я считаю, что есть сегрегация по финансовому признаку в отношении чернокожих. А все те Я вещи, уже о про которых Израиль ты говорил. говоришь, это про то же самое Израиль. Есть определенные притеснения палестинцев. Не потому, что я это знаю, а потому что их просто не может не быть, особенно когда страна находится на стадии такой уже горячей войны. А те вещи, о которых ты говоришь, ну это просто пиар-акция. Вон, посмотрите, у нас, собственно говоря, есть вот школы даже для арабов, какой геноцид, какие притеснения. Посмотрите, как Зеленский может быть фашистом, он же еврей. Ну, давай по-другому посмотрим. Я не думаю, что есть какая-то логическая связь между тем, что вот страна воюет, и значит обязательно должны быть притеснения. У нас непростая ситуация с Украиной, но никаких притеснений этнических украинцев в С России нашей нет. стороны нет, а с их стороны есть. Но с нашей Потому что нет. есть люди, которым выгодно было с той Но стороны разжигать эти настроения. Это понятно, но с нашей нет. Соответственно, вот эта И логика. тут тебе сразу же приведут Соответственно, высказывания Станислав, Красовского. Станислав, Тебе сразу же приведут, потому что есть какие-то частные случаи. Частный случай Да. и система. Геноцид это система. А я с тобой полностью согласен. Это В разные отношении вещи. всего остального. И Так. по частным случаям нельзя судить. Но по каким-то частным случаям школ ты судишь, что там нет никакого притеснения палестинского Это не населения. частные случаи. Эти школы охватывают часть системы образования. Это системная вещь. И они полностью соответствуют проценту населения. Хорошо, но даже если так, значит... Проверь, это просто- проверь потом, да, смотри, что мы Да, правда без с тобой проблем. не спорили. Проверь, если я буду неправ, я там, не знаю, публично об этом потом Да заявлю. какая разница, даже если Ну я просто прав. не прав. В том-то я просто знаю вопрос. Мне интереснее просто говорить про логические конструкции. Но значит, наоборот, как раз таки надо посмотреть на программу этих вузов и что они палестинским детям в голову вкладывают. А то, знаешь, вот как в этом анекдоте, когда там араб Знаешь, знаешь, что они вкладывают? Знаешь, что там преподается? Там преподается зачастую, что какие-то антиизраильские вещи, что Израиль незаконно созданное государство и так далее. Как раз это вот это парадокс, что в арабских школах
в школах арабского Ну, сектора тогда в я не знаю, Израиле, как Израиль подобная, существует. подобная программа. Это очень хороший вопрос. Вот это вопрос самый Опять же, сильный, я бы если сказал. все так, как ты говоришь, но тогда получается, что хамасовцев они сами и создали. И тогда они не имеют права их уничтожать. Очень странная логика. Где С моральной связь? точки зрения. Если Где вы связь? сами рассказываете, слушай, врежь мне, я там, ну, ты подходишь, там говоришь, я твою жену изнасиловал, врежь Так. мне. Но они, по сути, если они этим занимаются, они просто идиоты. Школа, она должна как раз таки С идиотизмом согласен. Ну смотри, они рассказывают, Стопроцентно. ребят, вот ты но, араб, но мы то, что Израиль. они сами создали, это немного другая абсолютно Нет, история. смотри, ты такой, слушайте, ребят, вы арабы, мы, кстати, израильтяне, мы вашу территорию отобрали, мы незаконно вообще здесь находимся, и мы просто делаем, что хотим, потому что мы мрази. Ну и чуваки такие, охренеть, но если они сами это признают, надо бороться Нет, за постой, суверенитет постой, Палестины. Ты мне, похоже, Ну, просто ты логически. меня, похоже, не понял или извратил специально. Я говорю о том, что в этих арабских школах в Израиле у них собственная программа, они сами ее формируют. И то есть израильское правительство это не контролирует никак? По факту они отдали это им на откуп. Ну, То есть значит, сами виноваты. и вот это, конечно же, идиотизм. Ну, и вот полный, это, да. конечно же, полный идиотизм, Да. просто нескончаемый. Но просто твое утверждение о том, что значит они сами создали Хамас и так далее, во-первых, оно, на мой взгляд, не соответствует действительности, но главное, что тут нет логической связи. Нет, есть. Понятно. Давай Нет, поговорим. подожди, смотри, если, Сейчас, допустим, сейчас, если в России так, будут так. школы, в которых будут говорить, что, ну, хотя, ладно, справедливости ради, у нас все школы и рассказывали о том, какие мы плохие, что советские солдаты просто трупами закидали танки. Ну, тогда Мне ладно. нравится, как ты внутри начинаешь спорить сам с собой. Ну, я заранее обдумываю, конечно. Понятно. Просто, то, что ты сказал. У меня нет тут цели с тобой просто поспорить ради спора. Мне интересно поговорить. И, в принципе, да, я вот сравнил. Но это то же самое, чем российская власть занималась последние 30 лет. Но тогда возникает вопрос. В чьих интересах это делает Израиль или Палестина, да, вот эти вот арабские школы, в которых преподают такие вещи. Вот, допустим, в России в чьих интересах это делалось, понятно. В интересах либерального капитала, который хотел как можно меньше государственного регулирования, хотел встроиться в глобальную систему с Соединенными Штатами. И наш гарант, он был как бы не против, пока ему не дали понять, что нас там никто не ждет, и у нас есть только один путь. А вот в случае с Израилем, зачем это происходит, интересно? Ну смотри, в чьих интересах ты говоришь то, что ты говоришь. Ты просто так думаешь. Я, кстати, верю, что Да. ты так просто искренне Да. считаешь. И поэтому ты вещаешь, причем с уверенным видом. Но чьим-то интересам это как бы все равно. Но ты же не получаешь ни от кого, скажем так, деньги за то, чтобы ты продвигал именно тот формат идей, который ты продвигаешь. Ты так считаешь, тебе дают площадки, тебе дают возможности, все, пожалуйста. Но оно очевидно, что те идеи, которые я продвигаю, они никому не выгодны. Нет, Хотя нет, российской нет, власти, наверное, прекращай, выгодны, поэтому смотри. Ладно, у меня еще внутренний диалог. по Конечно, тому, что конечно. с тобой. Смотри, есть пророссийская позиция, она многогранная. Ну да, Она и твоя, и моя, и то пророссийская, но просто есть разные грани. Ну вот, но стопроцентно, что то, что ты говоришь, оно в рамках одной из граней, конечно, отвечает интересам Российской Федерации, поэтому ты не должен лукавить. Так вот, но говоришь ты это сам, потому что так считаешь, потому что ты так думаешь. Так вот, почему в арабских школах такое преподают? Потому что часть арабского населения, немалая часть, надо сказать, так считает. И поскольку Израиль это не регулирует, и это глупость с точки зрения Израиля, с точки зрения израильских интересов, но поскольку Израиль это не регулирует, они и так делают. Ну, вот забавно, и все. глупо и забавно. Стопроцентно, но просто, как тебе сказать, я вот давно обратил внимание, что когда мы говорим про... Это к вопросу о том, на чьей стороне симпатии, я считаю, надо смотреть объективно, в том числе на арабо-израильский конфликт, конкретно на, например, вот нынешнее противостояние Израиля и почему Хамаса. Должна быть симпатия? Я, например, не на чьей стороне. Вот, я и говорю, но я просто чувствую, что, что сегодня у многих людей есть вот это, скажем так, они послушали каких-то спикеров и так далее, есть внутренняя заинтересованность. Не, ну я больше все-таки, если внутренняя я на стороне Палестины, знаешь почему? Ну вот. Не потому что там какой-то хайп или прочее, я больше на стороне Палестины, потому что Израиль, нарушает международное право, я всегда буду на стороне более слабого. А Палестина, очевидно, здесь более слабая сторона. Ну вот смотри, в том, что ты сказал, сразу есть несколько противоречий. Назвать Палестину слабой стороной, если считать палестинцев частью арабского мира, а арабов 500-600 миллионов, а евреев
ну конкретно в Израиле 7, как по миру 14, я не уверен, что Тогда мы арабы это считаем слабая Израиль страна. частью американского мира, и по Нет, населению нет. мы сравняемся плюс-минус. Ну, конечно, нет. Ну, потому, Ну, потому что Америка в самой, 350 миллионов, плюс нет, еще потому что, европейские во-первых, потому партнеры. что это разные страны, а во-вторых, самое главное, в Америке есть все больше и больше сил, которые выступают против Израиля. Посмотри, сколько демонстраций, посмотри, как постепенно Израиль сдают. Посмотри, сколько денег выделили. Это намного больше. Понимаешь, ты смотришь на абстрактные вещи, я смотрю только на оружие и финансы. Мы говорим с тобой о том, кто непосредственно часть определенного целого. Так вот, Израиль сегодня, он сегодня с Америкой, а завтра без Америки. В любой момент это может прекратиться. Тогда и конфликт прекратится, и всем будет хорошо. Не думаю, ну ты имеешь в виду с уничтожением Израиля. Нет, я имею в виду, если США перестанет Израилю выдавать деньги, то точно так же, как и если... Ничего не прекратится. Ну, Если будут, что ж тогда демонстрации если не влияют? будут- Значит, плевать на них? опять же, мне кажется, тут нет логики. Я просто объясняю, Есть что... логика. Ты говоришь, вот демонстрации, то, что внутри, этот вопрос неоднородный. Но какая разница-то однородного, Я к тому, что деньги я, выделяют. послушай, я к тому, что когда ты говоришь, что вот кто там слабый, кто сильный, палестинцы и Палестина. Во-первых, опять же, что такое Палестина, я хочу об этом два слова сказать. Палестина — это часть арабского мира, с нефтью, с огромными ресурсами человеческими и так далее. Израиль — это не часть Америки. В любой момент это может измениться. Израиль в свое время был креатурой СССР. В любой момент все Без поменяется. проблем. Палестинцы не перестанут быть арабами. Ты хочешь Соответственно, сказать, сейчас, что секунду, арабы не секунду. более слабая сторона в этом конфликте? Арабы как нация, Нет, Палестина именно. как рассматривать? Если мы смотрим, Сколько если палестинцев умерло, сколько умерло израильтян в ходе этого ну конфликта? послушай, это Цифры не, несопоставимы. послушай, это не серьезно. То есть если есть как бы условно правая сторона, которая просто побеждает эффективно тут не никто не правую, прав. что? Ты имеешь в виду правое? Я просто, Тут никто не, прав. право не в политическом плане. Я считаю, что просто количество жертв не определяет, права страна или нет. То есть, Да, но сильнее она или нет, условно говоря, определяет. послушай, условно говоря, если мы бережем своих солдат, а Украина не бережет и кидает в топку, это не значит, что украинцы правы. Тот, кто слабее, не факт, не значит, что он прав. Нет такой логики. А я такой логики не выстраивал. Мы с тобой Но говорили о том, ты кто сказал, сильнее. ты Я сказал говорил, о потерях палестинцев. И да, это просто в не контексте фактор. силы. Это фактор, определяющий Контекст- силу. в Если контексте- у тебя, ну или давай тогда следить по территориям, которые были Погоди, в захвачены. контекстах силы. Ну, сравни территорию арабского мира и территорию Израиля. А Посмотри сколько она карту. приобрела и сколько потеряла одна и другая сторона? Ну, то есть я если мы однозначно смотрим- считаю, Палестина слабая Окей, сторона в этом я конфликте. понял, что я тебя не перебежу, я просто исхожу из того, что Палестина — это часть арабского мира. Если ты посмотришь территорию арабского мира и территорию Израиля, и вокруг которых каких кусочков территории идет спор, ты поймешь, что я с тобой это просто ни о полностью чем. соглашусь. Когда Иран, допустим, ведет войска в сторону борьбы с Израилем, когда, допустим, Иран Турция, поддерживает на словах, палестинскую да, сторону. пусть они ведут войска, пусть они начнут... Ты хочешь большой массовую- войны? Я не хочу, чтобы это происходило. Если мы с тобой говорим в рамках той логики, к которой мы пришли, ты говоришь, они часть палестинского мира, арабского мира. Я говорю, хорошо, где этот арабский мир? Почему они вместе с ними не сражаются? Ну, вообще-то было 4 войны, они сражались. Я вместе. говорю про сегодняшний Ну, а если мы конфликт. говорим про сегодняшний конфликт, то Иран официально заявляет, что поддерживает оружием. Хорошо, Официально и хорошо, деньгами, пусть войска, и пусть всем. контингент вводят. Я думаю, Иран этого не делает, потому что у Ирана, как у Израиля, есть чувство самосохранения. Хорошо, если Но они так просто же, как говорить, и у США. конечно, просто говорить, что Палестина слабая страна, нелегитимно. По отношению к Посмотри Израилю территорию, посмотри количество людей, посмотри ресурсы. Россия более слабая страна, Хорошо, чем США, я хотя понял, у что нее территория больше, я понял, что Россия более слабая страна. чем США, конечно. Абсолютно не согласен. А я согласен. Абсолютно не согласен. Смотришь любые траты на бюджет военный и понимаешь, что Россия слабее. Опять же, смотря в чем. Если мы говорим про... С цифрами не поспоришь. Если мы говорим про военный потенциал, Да. например, про ядерный, исходя из того, что официально как бы есть в интернете, ну официально, из того, что есть в интернете, Россия превосходит Америку. А я верю Я всё-таки надеюсь, цифрам. что просто никогда нам не придется мериться с Америкой. Конечно, да. слава богу, Хочется но если смотреть в это по верить. цифрам и военным бюджетам, Россия слабее, чем США. Просто очень странно, количеству вооружений. посмотри, просто очень странно, что ты считаешь, что арабский мир, огромный арабский мир, он слабее Израиля. Я так не считаю. Я говорю с тобой Ты конкретно выделяешь про- просто Палестину, Потому отделяешь что их. она сейчас непосредственно участник конфликта. Если мы будем к Тогда, таким абстракциям приходить- тогда мы должны говорить, что если так,
если так рассуждать. Просто я с этим не согласен, поскольку на протяжении всех там 70 лет воевал именно арабский мир по факту. Но если говорим, вот кто сейчас там, не знаю, на поле боя, то это не Палестина, это Хамас. Ну смотри, у тебя, да. Официально, более того, официальная Палестина, вот сегодня, ну, когда это интервью выйдет, эта новость уже будет не очень актуальна, я думаю. Вот, сегодня Махмуд Аббас, президент Палестины, вообще заявил, что он готов взять Газу под свой контроль. А что значит под свой контроль? Убрать оттуда Хамас. У официальной Палестины, палестинской национальной администрации, огромный конфликт с Хамасом. Они ненавидят друг друга. Хамас, когда пришел к власти в Газе в 2007 году, они первым делом вырезали сотрудников Фатха, всех сторонников Махмуда Аббаса. Хорошо, Поэтому ради бога. тогда, получается, Израиль воюет не с Палестиной, а с Хамасом, а Хамас это просто организация. А Украина воюет не с Россией, а с террористическим Путиным режимом. Это все вопрос формулировок, которыми можно это не вопрос, это не вопрос формулировок, потому что есть Россия, а государства Хамаса нет. Но есть Палестина, в которой Хамас сейчас является силой. Которая не признает сам Хамас легитимным. Хорошо, а у нас есть Юлия Навальная, которая не признает Владимира Путина. Ты же понимаешь, насколько ты стал вот так плавать. Нет, я просто смотрю, в рамках этой логики можно спорить бесконечно. Причем здесь Юлия Навальная? Понимаешь, я говорю тебе обо всех этих вещах только для того, чтобы мы обращали реальное внимание только на базу, на то, кто непосредственно участник конфликта и кто выдает на него деньги и предоставляет вооружение. Это все, что важно. Какие там демонстрации, какие там администрации. Да мы также в каждую войну есть вот эти вот ребята, которые мы здесь власть, а есть другие ребята, которые такие, нет, они нелегитимно захватили власть. Да даже Франция, Шарль де Голль, это просто чел, который не признал, что Гитлер забрал себе Францию. Хотя при этом была та же самая Шарлемань, которая воевала на стороне Гитлера. И это можно бесконечно во всю эту квилибристику уходить. Я считаю, что это не важно. Важно только вот кто предоставляет бабки, кто разжигает этот конфликт, кто нарушает международное право и кто создает радикалов. Это, конечно, все очень интересно, и где-то, особенно в том, кто создает радикалов, я сам считаю, что надо на это обращать внимание. Вот только если мы говорим про начало конфликта, то все началось с террористической атаки Хамаса, которую наш президент назвал террористической. Погибло более 1200 израильтян. Да, это терроризм. Это терроризм, 100%. А сам Хамас это не Юлия Навальная. И слава богу, что у Навальной, которая абсолютно, мне кажется, на данный момент уже просто безумная женщина, вот, у нее нет таких ресурсов. Хамас это организация. И либо Израиль воюет с Хамасом, и тогда вообще мы не можем выделять палестинцев и израильтян как враждующие стороны и какой тогда геноцид. Либо если Израиль воюет с Палестиной, что, кстати, не так. Я-то как раз считаю, что с Хамасом, ну, по факту. Но если мы говорим, что Израиль воюет с Палестиной, то Палестина это часть арабского мира, и тогда, конечно, арабский мир намного сильнее Израиля. Я тебя хотел спросить про Америку. Мы с тобой очень много поговорили про Израиль. Скажу, что я тебя затащил на эту тематику специально, на это поле. Я хочу последнего момента про Израиль. Да, я привык к тому, я могу ошибиться в частном случае, но тенденция, она обычно сводится к тому, что США создают контролируемую оппозицию, вооружая ее в том числе, как мы видели, например, в Сирии, да, и вот эти вот самые радикалы, которые Башара Асада пытались свергнуть, но США планируют, что эти ребята будут контролируемы. Они не понимают, точнее понимают специфику Востока, но им абсолютно плевать, потому что они зарабатывают деньги на ВПК. Они создают радикалов для того, чтобы продавливать нынешнему правительству, мы вот это вот поддерживаем, принимая нужные нам решения, как это было и с Мохаммедом Моссадыком еще, да, и со всеми странами, богатыми нефтью. И все эти радикалы, они создаются только с целью давить на внутреннее правительство. И потом выходят из-под контроля, и у США самих на территории своей страны получается теракт. Я не изучал историю Хамаса, честно скажу, но я уверен, что там корни те же самые, что и у исламского государства, и остальных ребят, которых еще Збигнев Бжезинский в Афганистане поддерживал и давал им оружие. Поэтому я останусь здесь абсолютно при своем мнении, что все эти конфликты и террористические группы, они возникают не на пустом месте, и это нужно определенным людям. То, что конфликты и группы не на пустом месте, 100%. Короче, виноват во всем пиндосы. Кирдык скоро в вашей Америке. Вот как раз хочу тебя об этом спросить. Во-первых, реально ты считаешь, что им скоро кирдык или нет? Нет. А во-вторых, Трамп или Харрис? Я, вообще не знаю, если честно. Я за Байдена был. Я бы за него голосовал. Почему? Потому что ты... Но он выгоден России, потому что ты же уже он ослабляет Америку. Что от него ждать.
От Трампа я могу ждать ядерки, потому что Трамп это как раз-таки тот человек, который увеличил вооружение стран НАТО, это тот человек, который оказался очень недоговороспособен с КНДР. В общем, Трамп это самая большая угроза ядерной войны, потому что он абсолютно в этом плане неадекватен. Про Харрис ничего не знаю, кроме того, что она была, скажем так, по интимных связях всяких, в порочащих ее связях состояла. Вот. И мне кажется, она получила свою должность не потому, что она какой-то очень хороший управленец, ну и все эти ее высказывания про то, что Украину не надо вооружать, мне кажется, это просто слова, и будет она делать примерно все то же самое. Поэтому, наверное, выбирая из Трампа и Харрис, все-таки, наверное, я бы Харрис выбрал. Харрис. Да, потому что все эти рассказы Трампа про его мирный план, про то, что он все урегулирует, я верю примерно так же, как Джо Байдену, который сказал, что прекратит торговую войну с Китаем, а в итоге ввел еще больше санкций. Ты можешь говорить что угодно, но когда ты оказываешься внутри истеблишмента, ты ничего уже не решаешь. А кто реально победит? Да, наверное, все-таки у Трампа больше. После этого покушения Америка такое не забудет. Сейчас закачались рейтинги. Ну смотри, вопрос, кто эти рейтинги проводит. И с одной стороны у нас абсолютно полная народная поддержка Трампа после покушения, а с другой стороны абсолютная гегемония Google и всех остальных, кто Трампа блокирует, не дают ему трибуны, не дают ему ничего сказать, поэтому, не знаю, я бы не стал ни на кого ставку делать. Ну, у Трампа есть Илон Маск, у которого есть собственная соцсеть. А за Харрис как раз вот всякие нацменьшинства, там, не знаю, афроамериканцы. Ну, ключевое слово нацменьшинство, поэтому... Которые становятся все вместе в Америке постепенно большинством. Ну, там, я думаю, больше стоит в сторону мигрантов смотреть, которых, как, насколько я знаю, специально завозили и упростили режим въезда для того, чтобы они голосовали за Байдена. Ну, мигранты формально не имеют права голосовать. Но там все упростили, там они участвуют во всем этом. Насколько знаю, пока нет, но допускаю, что демократы в будущем попытаются эту ситуацию сдвинуть. То есть ты считаешь, что все-таки Харрис победит? Ну, я бы, наверное, с перевесом на 2-3% ей бы победу отдал. Окей. Но будет цирк, я люблю цирк американских выборов, очень буду Будут наблюдать. столкновения, какие-то гражданские протесты? Что-нибудь вот будет, конечно, будет. да. Будешь обозревать? Ну, буду обозревать, буду наблюдать, но, конечно, жаль, что весь мир сейчас оказался, как цивилизация, короче, мы за последние лет 100 вообще не развились, мы остались такими же идиотами. Да ладно. Ну да, технологическое это развитие есть, но именно как люди. Ты считаешь, что этического развития нет? Нет. Мне Вообще кажется, что нет. уровень гуманизма не повысился. Мне кажется, он понизился только. Почему? А потому что люди давно войн не видели вот именно на своей территории, и особенно американцы, и поэтому для них человеческая жизнь, они, знаешь, они к людям относятся как будто там этим мухам каким-то крылышки там обрываешь. Вот, действительно, я так считаю. Я смотрю на наших либералов, как мне смерти желают, но я просто видел реакцию на убийство Владлена Татарского, что про меня писали, причем это не какие-то нонеймы из интернета, это абсолютно известные люди, там Антон Пикули и прочее, и мне реально желают смерти за мою политическую позицию и прочее, и я такой типа просто, вы не понимаете этого. Я сам могу что-то подобное сказануть, но в сердцах, конечно, я такого никогда никому не пожелаю. Хотя, возможно, Антону Пикули. Но мы стали по-другому относиться к смерти. Вот люди после войны советские, у них лишь бы не было войны. Вспоминаем, как Джон Стейнбек все это описывал в своем русском дневнике. Он постоянно приезжал, говорит, вот люди переживают, чтобы не было войны. Они видели всю эту смерть и понимают, что это не шутки. А у нас в итоге пришло на смену поколение, которое пьяные в фонтане купается и орет, можем повторить, как в 45-м, потому что вы не знаете, что это такое. Я войны вообще никому не пожелаю. Я на нее издалека на Донбассе посмотрел, и это самое страшное, что только может быть. И поскольку люди давно этого не видят, вот люди на Донбассе, да, они точно все пацифисты, они никто не хотят воевать, все хотят, чтобы это закончилось как можно быстрее. Но вот эти вот люди, да, я считаю, что наши этические, мы озверели в этом плане, потому что мы не понимаем, что это такое. Потом окажемся на этапе войны, все увидят этот ужас и такие... и становятся пацифистами. А потом опять спокойные времена, и опять люди будут, наверное, звереть. Потому что наш культурный уровень, после того, как с территории планеты Земля исчезло советское государство, и тот советский человек, которого пытались построить, в том числе и с помощью идеологии, это все ушло в прошлое. Мира вообще все хотят, но вопрос на каких условиях, и мне кажется, все-таки мир должен быть именно на наших, на российских условиях. И это принципиально важно.
Ну, смотря для кого, для меня, как для россиянина, да. Для человечества, в принципе, Да, но я же с тобой тоже сейчас считаю, разговариваю. да. Для меня, да, не только потому, что это моя страна, а потому что я считаю, что она права на все 100%. Она является прогрессивной силой. У нас нет террористических организаций, как, допустим, ЦРУ, которые устраивают теракты и устраняют лидеров разных стран. Россия — это прогрессивный капиталистический режим, который готов торговать и договариваться. За неимением лучшего, да, я считаю, это самый лучший режим, который надо поддерживать. Китай и Россия. Про гуманизм, ну не знаю, мне кажется, что ценность человеческой жизни, там, условно говоря, даже в 50-е, 60-е годы, она была все-таки ниже, чем сейчас. Восприятие людей, я не говорю, сколько людей гибнет, не гибнет, это вообще определяется другими процессами. Но вот, условно говоря, сам факт и страха даже перед смертью. Вот ты знаешь, я читал ну, письма там, бабушки, дедушки, там, когда они ну, когда молодыми. И ты знаешь, у меня есть такое ощущение, что люди тогда ну, просто натурально меньше боялись смерти. Я, кстати, в твоем интервью как-то слышал, ты говоришь, что ты боишься смерти. Очень, да. Да. А тогда этого меньше было. И считается, что это бесстрашие, но это же не только бесстрашие. То есть, в принципе, к этому проще относились. Сегодня все-таки вот в этом плане человеческая жизнь, здоровье, знаешь, вот это обязательно надо пойти обследоваться. Я за, чтобы ты понимал. Я считаю, что обязательно ходить, обследоваться и заботиться о своем здоровье. Ну, Но в этом вопрос. плане есть позитивное, Наша как бы, жизнь, позитивное да. движение. Но это ты по России судишь, а жизнь африканца, она что-нибудь стоит? Вот эти ребята, которые добывают алюминий и прочие драгметаллы, они же там мрут просто как мухи. Ну, я Жизнь думаю, вообще надо в ничего не динамике стоит. смотреть. Я думаю, было еще хуже просто у них. Ну, было еще хуже, но тем не менее глобально, на мой взгляд, ну, ничего не изменилось. Это нас просто убедили, что вот все человечество. Ну, это же то же самое, я читал мемуары этого Хафнера, который рассказывал о том, как вот все думали после Первой мировой войны, что человечество глобально все осознало, вот наступила эпоха там модернизма и прочее. Да ничего оно не осознало. Человечество глобально таким же и осталось. И то, что мы до сих пор не можем договориться, я говорю про Россию, Соединенные Штаты и Китай, оно наоборот это как раз таки показывает. По сути, вы должны просто сесть и договориться. Вот был у нас СНВ, да, там 70-х годов поддерживали, подписывали договора о разоружении. Все, планета пошла вперед, технологический прогресс, и да, человек начал меняться. И мы подумали, что все в безопасности, Союз развалили, а потом США внезапно взяли и забили, а потом теракты, они вообще из всех договоров вышли и начали наращивать вооружение. Для чего? Чтобы бороться с терроризмом, а кто этот терроризм создал, а почему эти террористические ребята вообще в принципе существуют, а почему у вас доктрина Вулфовица, которая вам теперь позволяет любые группы вооруженные нарекать террористами и вводить контингент на территорию страны. Как человечество, да не, мы такие же, я говорю глобально про человечество в целом, такими же идиотами остались. И, к сожалению, ценность человеческой жизни, она как будто бы вообще не приобрела ничего. Ну и наша культура тоже об этом говорит. В завершение хочу поговорить с тобой немного о личной жизни. Да. Ты женат, у тебя есть ребенок. Я читал разные сплетни в интернете, что раньше ты выступал за свободные отношения. Опять же, не совсем, ну ты сейчас пояснишь, не совсем понятно, это было до брака или в момент брака. Вот ты семьянин, ты за, там, не знаю, за прям такие традиционные семейные ценности. Или ты упомянул, что ты феминист. Ты там, не знаю, за права женщин, в том числе на, там, не знаю, в любой момент по первому требованию сделать развод. Не, и сторонником свободных отношений впервые слышу, я никогда не был, Так. но и каким-то жестким традиционалистом я тоже никогда не был. Я такой, Ну знаешь... вот, к примеру, традиционализм, да, он подразумевает, что все-таки право на развод, оно довольно ограничено. Оно есть. В этом плане у нас сегодня как раз не традиционный Слушай, подход. тут каждый То есть должен, если да. классику жанра совсем брать, я-то как раз считаю, что у людей должно быть такое право. Но по классике, да, там, в каком-нибудь 17-18 веке развестись это прям проблема. Ты же понимаешь. Не, ну я за то, чтобы могли разводиться, да, но если ты там выбрал человека, а он не твой по жизни, ну зачем вам друг друга мучить, это уже какое-то рабство. Я за право на развод. Если там касательно финансовой стороны вопроса, мне моя жена в принципе помогла сделать все, чего я добился, поэтому пусть она там даже не 50%, а все забирает, мне в принципе насрать абсолютно. Да и она в принципе всеми моими финансами владеет. Вот, ну а касательно... Ты живете, извини, что перебью, вы живете по принципу все, что заработала она, ее, а все, что ты общее?
Ну, она работает, она мне помогает, поэтому у нас, в принципе, общий бюджет. Вы вместе? Да, да, у Мгм. нас, ну, просто, в принципе, общий бюджет, вот, и даже когда я такой, ну, вот, там, допустим, кому-то хочу там помочь, у человека финансовая проблема, можем там денег ему дать? Она говорит, да, конечно, без проблем, и когда там кого-то поддержать надо, или то же самое, сбор какой-то сделать, я прям ей говорю, ну, мы делаем там, знаешь, как, на каждые 900 тысяч рублей, собранных на сборе, я 100 своих докидывал, ну, такой интерактив делал. Ну, совершенно, я ей говорю, на донать, там, как бы, на Ютубе у нас стрим был, ну, меня в гости звали там. Мгм. Ну ты вообще советуешься с ней, я так понимаю, по всем Да, моментам да, основным? по всем вопросам стараюсь советоваться, но я не сторонник типа чего-то. Ну, слушай, может кому-то удобны свободные отношения, но вот они хотят там с разными людьми пробовать. Ну, пробуйте, если вы договорились. Я за диалог, понимаешь, я вот поэтому и стал путинистом, потому что он вот это все говорит. Я за диалог, с женой надо договариваться, с друзьями надо договариваться, если тебя что-то с друзьями не устраивает. Со всеми, с кем ты хочешь какие-то отношения строить, деловые, человеческие, любые, ну, надо договариваться. Надо же не уступать. Ну, в чем-то да, в чем-то нет. То есть, вот я просто хотел следующий вопрос задать. Считаешь ли ты себя подкаблучником? Нет, я точно не Нет. подкаблучник. То есть я, допустим, ну вот я сейчас вижу с ее стороны некие глупые покупки. То есть я считаю, что это абсолютно не нужно. Я ей Мгм. говорю, ты понимаешь, меня пугает твое неуважение к деньгам. То есть деньги не надо прям по ним с ума сходить, вот все время о них только думать, но к ним надо, их надо уважать. То есть ты покупаешь, вот переплатила за какое-то говно, там, то есть тут новый iPhone вышел, да он ничем не отличается, через один сменишь. Но в таких вещах я, конечно, категоричен, хотя она может просто хер забить на то, что я говорю, и купить себе, что захочет, но мы договариваемся в этом плане. Но, вот, допустим, захотела она новую машину, я вот против, да, то есть потому Почему? что, ну, Если потому есть что, возможность, я так понимаю. потому что, ну, необоснованная трата, потому что у нас крутая машина. Но она говорит, вот 150 тысяч километров мы отъездили, надо менять. Я такой говорю, ну давай типа с тобой вот просто, чтобы у меня тоже было интересно. Какая машина, Станислав? Марка? Если не Ну, секрет. Hyundai, но Hyundai. я бы просто как бы не Крутая. хотел говорить конкретно. Не, ну не то, что там, ну, средний класс. Окей. Вот. Я бы- просто думал, ты сейчас скажешь Майбах, поэтому. Не, я бы не хотел просто говорить, потому что, ну, чтобы вычислить не могли. Нет, Но у нас окей. Hyundai, мы на Солярисе много лет ездили, потом сменили на тоже Hyundai, но классом повыше. Она хочет ее же, но только рестайлинг взять, потому что 150 тысяч мы отъездили. Я говорю, слушай, ну давай так вот, типа, чтобы у тебя был стимул, ты все равно сейчас худеешь, давай вот 15 килограмм сбросишь там после беременности и прочее. Можешь купить, потому что мы в любом случае будем брать в кредит и прочее. Ну типа вот такие вот вещи. Ты жену подкалываешь иногда, да? Нет, почему? Она этим занимается. А я говорю, а вот чтобы у тебя был стимул. То есть я вообще против, а вот давай, если ты этой цели достигнешь, то все, сразу бери. Ну какие-то, ну типа можно всегда диалог найти, чтобы обоим было интересно и комфортно. То есть не надо на себя одеяло тянуть, но и прям там подкаблучником быть тоже не надо. В плане воспитания ребенка, я сейчас думаю, как сформулировать, ну, ты допускаешь физическое воздействие? Вот, не Нет, знаю, там, вообще нет. шлепнуть Это- по попе, там, не знаю. Не, ну любя. Не, Нет, ну, ты ж вообще понимаешь, как- категорически. Я считаю, что детей Не, бить не нельзя. бить, не Вообще. бить, а вот как вы знаешь, вот сейчас сегодня, ну, бить, понятно, недопустимо. Но вот как элемент, там, я не знаю, вот, там, даже не наказание, а вот, ну вот и вправду то, что мы на улице наверное, видим, что человек там кого-то по попе шлепнут, там, легкий подзатыльник, Нет, против категорически. недопустимо. Недопустимо и в угол ставить, всякие там, наверное, самое, ну, лишение каких-то благ, ну, когда она будет постарше, да, ну, наверное, в случае каких-то этих, но я больше буду думать о том, что, знаешь, типа бабки за хорошие оценки платить, ну, все, что Но я это воспитание. по-коммунистически. Ну да. Слушай, ну как бы это стандартный стёб меня, да, там типа на Netflix смотришь, какой же ты коммунист. Не, ну при чем это здесь? всё- это всё ну просто сложнее. платить деньги ребенку Мы за живем хорошие при оценки. капитализме. Я капиталист. Я понял. И я бы больше тебе скажу, мне как бы нравится капитализм. Я бы жил при нем и вообще бы его бы поддерживал, если бы он не приводил к войнам, из-за которых умирают люди. А так бы он меня всем устраивал. Я боюсь, что войны были и до капитализма. Вопрос, Слушай, можете кого с создать кем? новую идеологию? Коммуна капитализм? Нет, я не хочу Попробуй. никаких идеологий создавать. Я хочу развлекать людей. Это единственное, чем я хочу заниматься, чтобы люди смотрели. Я готов, там, я не знаю, публично, если над этим кто-то посмеется, выставлять себя в любом свете. Мне главное, чтобы у людей вызывать эмоцию, и чтобы она была вот, ну, чтобы им было смешно. Вот что самое главное для меня. Я бы больше подумал над какой-нибудь карьерой в стендапе скорее.
чем над созданием какой-то идеологии. Я не пастырь, и создавать секты, ну, для меня лично унизительно. Мне намного больше нравятся люди, которые меня там поддерживают, но при этом критикуют. У меня же, если посмотреть комментарии, все со мной всегда не согласны, моя же аудитория. И это говорит о том, каких людей я собрал рядом с собой. Да, кстати, это нелояльность аудитории, которая при этом остается, это, на мой взгляд... Они лояльны, но они не согласны. Да, но это хороший как раз признак для блогера. Да, не, наоборот, не хороший для блогеров в привычном Почему? понимании. Потому Ну, что это в блогер привычном. должен создавать ту же самую секту. А у меня вот просто такой клуб людей, с которыми нам весело, и они там со мной согласны, не согласны, но главное, им интересно наблюдать за Они мной. при этом донатят. Ну, они, да, они покупают контент, но они не то чтобы донатят, они видят, ну, во что я вкладываю деньги, графика, съемки, оборудование, и они хотят, чтобы я рос и делал для них контент лучше. Вот и все. В заключение последний вопрос. Собственно, говоря о твоих перспективах, ты снял новый полномасштабный фильм. Что дальше? Будет ли еще документалистика? Да. Как вообще ты планируешь развиваться? То есть в какую степь пойдешь? Ну, если серьезно. Я не исключаю, что из тебя выйдет хороший стендапер, кстати. Но, тем не менее, то есть телевидение, блогинг, может, какие-то свои новые площадки будешь открывать? Что нас ждет? Создавать контент, а там посмотрим. Буду расти и пытаться его усложнять, собирать команду, учить людей, чтобы нам было комфортно работать вместе. Ну, в целом, вот, потом однажды, возможно, пойду уже в кино, потому что это очень круто. Но там надо опыт. Актером или режиссером? Режиссером, конечно. Актером не с моим лицом. Хотя прекрати. килограмм 20 еще сбросить нормально будет. Я просто буду заниматься творчеством и музыкой. Ну, мне вот это вот все нравится. А там посмотрим, что получится. Я получаю удовольствие от самого процесса. Но когда есть результат в виде цифр, это приятно. В этом грусть быть удаленным с площадок, потому что ты не можешь объективно оценивать, интересно людям то, что ты делаешь или нет. Все старые мои со мной, а вот новых не приходят. Я думаю, еще придут. Надеюсь. Станислав, надеюсь, было в меру токсично. Спасибо, что пришел. Достаточно, да.